С нами во вне политики пастор из России, из города Орск, Валерий Марков, церковь Дом Отца. Дом Отца. Приветствую. На самом деле, вот совсем недавно я увидел несколько записей, особенно частью общины, где вы говорите о том, что провозглашаете, скажем, во что вы верите, и говорите о своем намерении не разделять политику страны и также церковных лидеров, и, скажем, даже готовы уехать и просить убежище в Украине и в Америке, но, скажем, не разделять общую политику. Мы видим и мы признаем одну вещь, что народ России, наверное, сделал свой выбор, и я представляю, какие будут комментарии под этим видео. Вы сделали выбор, вы голосуете за это, вы за то, что происходит, вы за мобилизацию, вы за войну и так далее, а мы против. Мы против этого всего. И мы остаемся на этой позиции. Но если это ваша страна, если вас 90%, а мы эти 12 лет призывали вас, мы 12 лет терпели, вы все это услышите в дальнейших видео, терпели эти обвинения в экстремизме, постоянно возобновляем уголовные дела, какие-то, аресты у нас уже, видите, начались, постоянно издевательства над церковью, постоянно кошмарили людей, когда сюда приходили, постоянно все это было. Если вы считаете, что это все, что, скажем, на что мы способны, нет, у нас всегда есть выход. И мы говорим вам, если это ваша страна, и вы определились, вы согласны с этими людьми, которые сегодня управляют всем тем, что происходит, этим беззаконием, я назову одним словом, беззаконием, ложью, грехом, проклятием, которое пришло на эту страну. Если вы согласны, хорошо, и мы вас раздражаем, мы как были для вас вот этой вот занозой, и сейчас мы являемся. Хорошо, пусть это ваша страна, но тогда мы как граждане, мы не хотим разделять с вами эти вещи. И тогда у нас есть выбор. И мы сейчас, я забегаю вперед, да, можно мы хотели в конце это сделать, да? Но я сейчас, скажу об этом. И мы заявляем о том, что мы будем обращаться в посольство Соединенных Штатов Америки, в посольство Украины, и, наверное, я неправильно сказал, во-первых, посольство Украины, и во-вторых, посольство Соединенных Штатов Америки, для того, чтобы нам предоставили не политическое убежище. Пусть это будет формально так и выглядеть, но мы никуда не бежим. Чтобы нам могли предоставить, чтобы мы как церковь могли выехать и жить в стране, где не идеальная страна, не то, что там все хорошо, но там, где права и свободы граждан есть, там, где есть гражданское общество, там, где не издеваются над людьми, там, где не врут им с утра до вечера, а потом издеваясь, еще убивают их. А когда ты сопротивляешься, еще объявляют тебе беззаконником или преступником и на 10 лет сажают. Мы хотим жить в нормальной стране. В нормальной стране. Мы будем просить, еще раз говорю, не убегать. Не убегать. Но коль так пошло, и если это ваша страна, пожалуйста, мы не приветствуем какую-то грубую силу, как это делаете вы. Мы не хотим быть занозой в вашем большинстве. И я обращаюсь сейчас к российской церкви особенным образом. Я хочу сказать вам мое оценочное мнение с болью в сердце просто. С болью в сердце говорю. Вы ответственны за то, что происходит. Вы ответственны, я вам говорю. Годами вас предупреждал, вы ответственны. Потому что молчали. И были занозы для вас. И теперь мы уедем. Мы ушли из Союза. Мы ушли прямо перед войной. Перед февралем, да? Перед февралем мы ушли. Начали, да, процедуру. Она очень долго у нас, происходит очень долго. И мы ушли, потому что просто мы не можем разделять эту точку зрения, которую говорит российская церковь. Мы не можем это разделять. Так нельзя, это кровь. По этой причине мы освободили вас от себя в Союзе. А теперь мы освободим вас от себя здесь, чтобы на вас поклепа не было, что какая-то церковь Дом Отца в Орске наводит тень на весь протестантский мир, как вы обвиняли меня. Мы не будем этого делать, живите спокойно. Мы изгои, мы находимся в таком состоянии, пусть мы больные на голову, но дайте нам жить. И тогда живите без нас здесь. Я обращаюсь к народу, я хочу сказать, мы не осуждаем вас. Мы знаем, мое оценочное мнение только одно. Я виню церковь, российскую церковь это. Все, я как говорил, в глаза говорил, сейчас говорю всем. Я уверен в этом. И когда мне говорили, слишком много на себя берешь, может быть, я сомневался. Но сейчас я уверен в том, что я говорю. Я уверен в том, что я говорю. По этой причине
я вот русский народ, я не отношусь к нему вот с такой позиции. Но мы взывали и к вам, мы говорили к вам и так далее. И все, что мы видели, это смешки, плевки и несогласие. У вас своя религия, либо еще что-то. Да она какая бы она ни была религия, дело не в этом. Есть вопрос чести, достоинства, правды. Это простые, примитивные, детские вещи. И мы не хотели разделить с вами свою веру. Мы хотели с вами разделить просто, вот не знаю, как назвать, детский, наверное, уровень, что такое хорошо и что такое плохо. Найти точки соприкосновения и строить эту страну. И я хочу сказать одну вещь. Здесь, в этой церкви, всегда никто не прятался от армии. Здесь люди были воспитаны в лояльности государства. Даже тогда, когда мы видели ваши неправильные действия, когда мы вас критиковали, мы другой рукой помогали и служили. Но, вы знаете, это предел. То, что вы делаете, это предел. Это предел. И суд на вас Божий. То, что я видел, на что вы реагируете, вы, ну, скажем, прокомментируете, так это или нет. Я вижу, что очень много людей реагируют и пишут, где вы были, почему вы сейчас именно там проснулись, вот вы пугаетесь мобилизации, поэтому вы вот вылезли, выползли там и сразу хотите бежать, предатели и все остальное. Но я сам лично, так как мы в друзьях у друг друга, я вижу эту позицию не только вот сейчас. Это большая часть не замечала вас, да, и говорила, о, где вы были. А на самом деле я видел с самых первых дней, даже до этого, позицию. И мне казалось, ну, скажем, что, наверное, вы там все украинцы какие-то подпольные, что вы все там так просто любите Украину и все остальное. Но то, что я обнаружил и увидел, что вы российские люди, которые в этой ситуации с самого начала войны и даже до занимали ту позицию, которую вы до сих пор занимаете. Да. Вот вы можете прокомментировать вот это видео, которое вы поставили, и объяснить свою позицию, почему, и почему вы не... Для меня это не то, что вы только сейчас приняли такую позицию. Для меня она вот с самого начала, я даже ваши некоторые посты у себя размещал, как вы критикуете церковь, которая молчит, и которая там за любовную любовь, и за мирный мир, и за все остальное. И все это выглядело на самом деле очень лицемерно. Но особо примечательно то, что внутри страны находятся люди, и этих людей на самом деле, может быть, я не знаю, но я вижу, кто вот на этом пространстве, очень немного людей с самого начала осуждают вот эту политику Путина и политику страны, которую они выбрали. И вот мне на самом деле интересно, как вы к этому пришли и как вы это заметили, почему вы заметили, в отличие от всех остальных, церковных лидеров очень больших и малых разных, почему у вас на это открыты глаза, а у остальных закрыты? Вот расскажите. Я не знаю, ну здесь ответ очень простой. Я вот как говорил, так и говорю, что для этого всего лишь необходимо иметь совесть. И все, больше ничего не надо. Для этого не надо обладать какими-то знаниями, какой-то сверханалитикой. Для этого надо иметь просто совесть и, скажем так, говорить то, что говорит совесть внутри. И все. В общем-то, больше ничего не надо. Здесь нет никакой смелости, здесь нет храбрости, здесь нет доказательств кому-либо, вот, кто окружает нас. Вот. Никакой, как меня называли, позиция оппозиции. Я говорю, я никакая не оппозиция. Я никогда не вставал вот на эту, в эту сторону. Я говорю, у меня есть голос совести, у меня есть совесть. И вот я его транслирую, потому что я священник, я должен это делать. Вот и все, в общем-то. Ну, вот. Совесть такое дело, совесть такое дело, как я вижу сегодня, потому что все эти люди-то исповедуют христианство, ну, я имею в виду церковь в этом случае, да, мы до общества еще доберемся, но вот в отношении церкви, они же все оперируют какими-то местописаниями. Во-первых, они реагируют и говорят, вы разделяете церковь, свои позиции вы разделяете церковь. Самый страшный грех – это, по их мнению, разделять церковь. И вот это один момент. Потом совесть совестью, а страх страхом. То есть у большей части людей они руководимы страхом, и они находят какие-то местописания, чтобы защититься как-то. И вот, ну вот что вы скажете на этот счет? Вот как, потому что множество местописаний, да, там море, куча просто о том, что Христос призывал к миру, о том, что Христос за мир, он нейтрален, он там ни за кого в этой ситуации. И потом другой момент еще есть, очень много призывов было в начале войны и сейчас тоже, это быть частью своего народа, не предавать его.
И вот как вы на эти вопросы отвечали? Ну, смотрите, вот то, что было это видео последнее, я не знаю, почему именно оно такой всплеск вызвало, но это была последняя точка. Я вот, допустим, не до конца не могу понять, что здесь такого особенного, вот что такое внимание вызвало. Но, допустим, в 2020 году мы церковью отказали правительству в его беззаконных законах, которые церковь обязали вешать эти видеокамеры и проходить эту паспортизацию, то есть такое унижение. Вот. И я считаю, что вот тогда позиция, она была более такая, ну, скажем так, когда ты идешь против правительства в открытую. А для чего они это делали? Потому что не все из наших зрителей понимают, о чем идет речь. Что это за закон и для чего? Для того, чтобы следить за всеми, да, или... Я думаю, да. Я думаю, что это как, чтобы люди знали, кто в доме хозяин. Вот. И чтобы церкви знали, что есть хозяин над ними. Потому что, допустим, мне эти камеры не нужны, мне охрана не нужна. Мне не нужны никакие паспорта на свой жилой дом, в котором, ну, у нас красивое здание церкви. Вот. Это мне все это не нужно. Но они это делают для того, чтобы, ну, показать некую власть, что вот вы должны это делать, как что они контроль, будут следить. чтобы... Да, что они Да. будут следить. А в каком вы объединении находитесь или находились? Я был в церкви РЦХВЕ, это Горбовенко Эдуард Анатольевич. Ага. Я был у него, вот, потому что к Риховскому я сразу не пошел, это еще был далекий, наверное, 2012 год, но я тогда публично заявлял, что я этому человеку руки не подам. Ну, я называл его разными такими резкими словами. Вот, и так как я был в определенном объединении, ну, с людьми, все пошли туда, то есть вот как епископ Синокосов и вот все церкви его. Вот, я отказался идти к нему, вот, и я пошел один вот к Эдуарду Анатольевичу, потому что мне казалось, тогда его позиция была более, ну, скажем так, близка мне, и для меня не просто формальность важна, а важно все-таки вот быть рядом с человеком, который более-менее, ну, имеет подобные тебе взгляды. Угу. Вот, поэтому я был с ним. Почему я спросил? Вот. Потому что я слышал интервью с Шатровым, который является помощником, да, или там заместителем, я не знаю, кем он там является у Риховского. И когда ему задавали вопрос по поводу человека в их объединении от КГБ, да, бывший КГБист, но бывших не бывает, в общем-то, он всячески говорил о том, что это для нашей безопасности, это для нашей защиты. Вот я к чему веду? К тому, что можно же было вот эти камеры и вот этот закон и все остальное, ну, для себя считать не как то, что кто-то хочет контролировать, а то, что правительство хочет позаботиться о вас и дать вам защиту и покров и все такое. Вот одни в том объединении так и считывают вот эту всю картину. У вас не было таких предложений от лидеров, чтобы вы тоже так рассмотрели и покорились? Только они и были всегда. То есть я, в принципе, этого наслушался. Я не знаю сколько. Вот это не передать. Честно, я от этого подустал. Вот, если говорить уже, знаете, так, я устал от них больше, чем от тех, кто меня судили, прокуратуры таскали, обыски. От них я не так сильно устал. Я устал больше от этих. Вопрос в том, что еще, ну, наверное, в 2014 году, и, ну, до этого я говорил с определенными людьми, но почему я обозначаю 2014 год, я говорил с одним очень известным епископом, которого, ну, наверное, знает не только все постсоветское пространство, ну, наверное, из-за границы русскоязычной знает его. И я говорил с ним, что президент Путин – это не просто плохой руководитель, это не просто, ну, скажем так, человек такой, ну, немножко, как его называли, там, проворовавшийся или прочее, или там сильно проворовавшийся. Это не так. Я не был согласен с такой оценкой. Я говорил, что он имеет природу антихриста. И что это не мистический взгляд, это не игра слов, а это антихрист. Я это доказывал. Доказывал вот на том, что он делает, доказывал, как он себя ведет. И у меня целая, ну, скажем так, целая информация по поводу этого. И мы долго с этим человеком говорили, он защищал вот именно вот такими же смыслами, как вы сейчас говорите. И так разговор зашел в тупик, и я просто прервал этот спор и сказал, что хорошо, допустим, скажи мне, ты будешь защищать его до конца, когда это вскроется, а это скоро вскроется. Я не говорю о том, что он плохой руководитель, я еще раз говорю. Я говорю о том, что он имеет природу антихриста. Я говорю, ты будешь его защищать до конца в те моменты?
И этот человек вдруг, он сказал «да», а потом через 10 минут какой-то страх пришел на него. И он сказал: можно я свое слово назад заберу? Я говорю: я тебя в угол не зажимаю. Вопрос в том, что я тебе показываю ответственность. Ты понимаешь, что мы не играемся словами. Это ответственность. И он сказал, что да, я этого делать не буду. Я говорю: ты увидишь все сам. И вот, к сожалению, сейчас, когда, я думаю, уже просто слепые видят то, что происходит, этот человек, наоборот, утвердился в этой позиции. Ага. Вот так вот даже. Это невозможно. Здесь, Евгений, здесь есть один момент такой, что эти люди, это лжеоткровение, я считаю, что это демонический бастион, когда люди говорят «церковь вне политики», это не заблуждение. Я этому не знаю, сколько времени уделил. И на своем канале, и так разговариваю с людьми, с епископами и так далее, и так далее. Я говорил, что это демонический бастион, это крепость, посредством которой церковь связывается. Она связывается по рукам и ногам. Это не просто ложное учение, это не просто заблуждение, это не просто такой показатель страха. Я имею заблуждение у себя, у меня их куча просто. И копать не перекопать. Но это не вопрос заблуждения или ошибок, это демоническая позиция, это дьявольское откровение вне политики. Я это объяснял, раскладывая все, не знаю, по полочкам. Это антибиблейское. И эти люди не могут сделать простой вещи. Отделить людей во власти от самих институтов власти. И когда они пользуются Римлянам 13 глава, они употребляют слово власти. Я говорю: так я тоже за это. И понятное дело, что Бог оставил нам институты власти. Он, принеся свое царство, поэтому он обращается к церкви, чтобы церковь не пренебрегала оставшимися институтами власти, которые Бог использует. Это очень важно. Но надо разделять людей и институт власти. И когда нечестивый человек приходит в Божью власть или в институт Божьей власти, первая церковь должна кричать о том, что нечестивец в институтах Божьей власти. Первая должна кричать об этом. Если она так уважает власть. Если по Римлянам 13 главе они так сильно чтят, они говорят: мы чтим власть. Я говорю: вы первые должны были кричать. Первые иметь развлечение тех людей, которые попали туда, и первыми просто кричать, что люди нечестивые в Божьей власти. Но они таких простых элементарных вещей не видят. Они просто не видят, да? Они просто не видят. Но то, что я увидел за это время, что особенно по началу войны я видел несколько епископов, у Риховского большей части, они выступили за поддержку правительства, своего царя, где написано «царя чтите», будьте, то есть, как Новиков говорил, да, он говорил, что еще раньше, до этого мы могли рассуждать. Но если уже началась война, мы должны поддерживать своего царя, мы должны поддерживать, хотя это вопрос, на самом деле, царь, он на самом-то деле он не царь. Вот именно. Да, он не царь, это уже от этого отталкиваться, это неграмотно считать, что царь должен у вас что-то забрать. Даже Дериенко недавно, да, оказывается, он молился за мобилизацию, и он так рад, что мобилизация настала, потому что сейчас, наконец-таки, в церкви произойдет пробуждение. И он говорит: царь имеет право у вас брать по книге царства, он имеет право, когда Самуил им огласил. То есть он не берет контекст, что на самом деле Бог расстроился и посчитал, что его отвергли, то, что они захотели царя, как у других народов. Да? И он пропустил то, что обычно царю даже поклоняются как Богу у других народов. И вся эта связка, он это убрал. То ли он совсем не читает Библию в контексте, он просто перед собранием увидел местописание, или ему помощник показал, и он, скажем, полностью неграмотное толкование, скажем так, но он, тем не менее, вырывает из контекста и говорит: царь должен взять ваших детей и повести на мобилизацию. Тут я вижу, что в российской церкви существует такой очень большой конфликт внутренний. То есть он может довести до шизофрении. Почему? Потому что, с одной стороны, их учили годами, чтобы они покорялись власти, царю. Они выстроили в своих церквах такую же систему и структуру царственную, да, где там, если царь не прав, то да, все равно смотри, тот первый пункт, тогда он, в общем-то, всегда прав. Так какую позицию верующий в вашей стране должен занять? Потому что если он занимает позицию «я под Богом», да, и я должен больше бояться Бога, то он займет позицию непокорства властям. И уходить от мобилизации, потому что это же убийство, это же понятно, да?
Да, А с другой стороны, лидеры вот говорят о том, что это тоже по Писанию, по Библии. И вот как вот в этом случае реагировать на слова Деревенко, епископа, да, и... или все-таки обращаться в бега, как Давид бегал от Саула? Потому что в этой ситуации вот так получается, так получается. Вот что вы скажете, как прокомментируете? Ну, если говорит, пусть то епископ или пастор, его слова надо сверять с Писанием. И эта позиция, которая представлена множеством, вот, ну, будь то там Риховский, Деревенко, ну их сейчас много, ну сейчас куда ни ткни, все об этом говорят. Она как раз объясняется вот этим первым письмом Иоанна, 1 Иоанна, 2 глава, 2 часть. Там, где Иоанн объясняет, что сейчас такое время, как узнать, что последнее время, что антихристов много, что будет распространяться ложь по всей земле, ложь. И те, кто слышит ложь, они мобилизуются под ложь. Сама суть влияния духа антихриста, я не называю, скажем, еще раз говорю, я Путина не называю тем генеральным антихристом, если уж так выражаться, да, тем главным. Он один из многих. И вот эти люди, они говорят ложь. А мобилизация – это не что иное, как ну, когда человек реагирует на что-либо или кого-либо для консолидации и, скажем так, следования в данном направлении, куда его мобилизуют. Так вот, это и есть то проявление духа антихриста, о котором мы говорим. Если Деревенко или ну, другие люди слышат Путина больше, чем Бога, то они мобилизируются, то есть там идет все логично, они мобилизируются, они подчиняются и начинают петь или играть, или, скажем, или проповедовать одну и ту же идею. И вот в этом как раз и есть их единство природное. В данном случае мы видим не что иное, как соединение подобного с подобным. И там же он предупреждает, он детей предупреждает, кстати. Это откровение не для юношей, не для зрелых людей. Там написано «пишу вам, дети». И это детский уровень. И он пишет там, что эти люди с природы антихриста не выйдут из церкви. И он говорит, они были с нами, но так как они вышли, то получается, что они не были с нами. Ну, допустим, да, вот каждый, ну, если мы говорим овца, или каждая овца, она знает голос своего пастуха. Когда пастух мобилизирует ее, если я пользуюсь этой терминологией, да? Да. Когда пастух мобилизирует ее, овцы мобилизируются пастуху своему. Это духовный закон. В данном случае все то, что было у них внутри скрыто, и, допустим, я говорил, что у вас, ну, раньше еще, до войны я говорил, в вашем случае вы не чтите власть, а вы ей, ну, раболепно подчиняетесь. Вы, ну, как-то вот в нехорошем положении стоите, наклонившись. Вот, то они говорили, нет, и здесь попробуй отличи, как бы, почтение, или они вот в таком расшаркивании находятся. Но когда приходят обстоятельства, которые допускает Бог, в этих обстоятельствах ну, настолько все понятно становится, что, я не знаю, да, без комментариев даже. По этой причине вот они реагируют на тот голос, овцами которого они являются. Это просто природа взывает к природе для соединения, мобилизации и дальнейших действий. Вот это то, что я говорил уже вот который год и говорю об этом, что ситуация опасна в России не тем, что здесь воруют, а ситуация опасна тем, что здесь происходит вот это распространение вот этой антихристовой природы. Еще раз, это не мистицизм, это не что-то такое вот духотрепещущее или вот как это бывает, тут люди излишне мистифицируют. Это жизнь, это то, о чем как раз и говорил Иоанн. И вот это мы видим сейчас, вот это слияние, оно вот, скажем так, и доказывает то, что было раньше. Всего лишь, то есть заканчивая, может быть, свою мысль, я скажу, происходит всего лишь то, что было до этого, только уже в проявленном виде. А вот этот момент, то, что люди, верующие в церквях, могут посмотреть, Путин цитирует местописание каждый раз, когда он что-то там говорит, и говорит, вот слова Иисуса Христа, и там из Евангелия от Иоанна 15 главы про друзей, за которых он умирает, и еще какие-то. Последний раз он тоже приводил местописание, и Кирилл так хорошо проповедует Слово Божье. И вот как людям реагировать? Они вроде, ну вот вы говорите антихрист.
А он цитирует местописание, значит, он свой, значит, он наш, он же христианский, главное, что там крест есть и все остальное. Как различить, что простому люду делать? Вот они же цитируют, они же прямо за Евангелие. Более того, они же сейчас борются с мировым злом, они же борются на Украине, да, они борются с гомосексуализмом, с родитель 1, родитель 2, они там, то есть даже многие обольщены в Америке лидеры, тот же Питерсон, тот же Илон Маск сегодня там выступил, тот же Рик Джойнер, все они обольщены, они не знают, что происходит, и они верят, что Путин настоящий христианин. А вы говорите антихрист. Вот как разобраться, вот как все-таки увидеть этого антихриста? Ну, во-первых, как раз то, что он цитирует Писание, как раз доказывает ту мысль, которую я говорю. Это раз. Во-вторых, ну, потому что сатана тоже Христу обнаглел и тоже цитировал любимый стих 90-го псалма. Я думаю, что если бы он процитировал эти местописания Риховскому или какому-то другому лидеру, все бы поняли, что это не дьявол, а Бог, раз он цитирует 90-й псалом. Да, а во-вторых, само понятие или, скажем так, характеристика в имени или, скажем так, нарицательном имени антихриста, да, мы видим, что слово «анти» — это не только против, но и вместо. Может быть, против — это как позиция, а вместо — это как, скажем так, исполнение этого плана или стратегии развития своих действий, то есть вместо Христа. Поэтому, ну, конечно же, как бы всегда это будут делать эти люди, извращая Писание, чтобы стать вместо Христа и тем самым уводить церковь или те, может быть, немногих людей, связывать их, чтобы они не могли исполнять того, для чего они призваны. А всякий человек призван исповедовать правду как устами, так и делами. И творить правду на этой земле, различая ложь и правду, различая добро и зло. И действовать, исходя из своего профессионального дара, в котором он находится. И, кстати, там как раз апостол Иоанн и пишет, он говорит, впрочем, то помазание, которое в вас, оно, там все есть. Да. Все потребное. И он к детям, еще раз хочу сказать, Евгений, он к детям обращается. Это не к зрелым людям откровение. К детям. Почему я выбираю именно это место? Потому что оно для детей. И он говорит, впрочем, то помазание, которое в вас, там все есть. Там все понимания есть. Мы говорили об антихристе и вот этой подмене, да, подмене Христа. И вот у меня такой вопрос в последнее время. Мы рассуждали вот во вне политики в нашей программе о том, что еще до войны, слушая проповеди таких известных у вас людей, как Голикову, Лукьянова, второго Лукьянова, да, Андрея, еще там каких-то таких людей, которые имеют планы, скажем, захватить весь мир, и такое, ну, какое-то вера в мессианство русского народа, который должен пойти, повлиять. И вот многократно эти проповеди были слышны о том, что мы как бы призваны повлиять на весь мир, переделать Европу и так далее и тому подобное. Вот я думал, что это как-то умолкнет с тем, что началась война, но все это не умолкло. Время от времени все равно говорится о вот этой идентификации своей. Нас не победить, потому что мы русские. Ну, все эти записи можно найти, на самом деле, в интернете, я не придумываю. И многие, то, что я увидел, вот, скажем, вот в этой экспансии, в этом наступлении в Украину российских войск, они увидели то, что, ну, поверили, что война идет с фашистами, с гомосексуализмом, с ценностями плохими, скажем так, а у нас хорошие ценности, у нас наш лидер цитирует Библию, значит, все правильно, значит, все хорошо. И вот многие уверовали вот в это мессианство. Вот с одной стороны, я вроде понимаю, что это в этом есть, можно найти отражение какое-то библейское, вот увидеть, да, идите, проповедуйте во весь мир, там Христос говорил, поручение великое, да, вот исполнить, и что если действительно там фашисты и гомосексуалисты все, да, то понятно, вроде бы правильно пойти, там их наказать и установить настоящий русский мир. И даже последние проповеди вот Лукьянова и других, некоторых служителей, которые не боятся высказываться в это время, ну, скажем так, очень вот какая-то такая, как по мне, фальшивая, но очень правдоподобная мысль, скажем так, в которую уверовали многие.
Вот у меня в связи с этим вопрос, как вы относитесь к мессианству русского народа вот в этой ситуации, именно в этом контексте? И как этого вот избежать? Еще один момент, это то, что я нашел, что в книге Откровения написано, что покорятся антихристу, зверю, те, которых имена в книге жизни отсутствуют. Вот у меня вопрос, вот это, скажем, нарастающая вера в то, что все правильно, Россия идут правильным курсом, означает ли это, что это люди, имена которых не записаны в книге жизни? И разве может быть такое количество большое людей, которые до этого идентифицируют себя верующими, а на самом деле причина, по которой они не видят Антихриста, это и есть то, что они, может быть, и неверующие люди. Вот как вы относитесь к этим рассуждениям, к этим мыслям? Вот именно так, что это, в принципе, Библия все просто объясняет. И я уже давным-давно поднимал этот вопрос, еще до этих событий, вот всех этих, назовем их так, жарких или горячих событий. Я говорил, что есть проблема в церкви, нет, очень мало рожденных свыше людей. Об этом вообще не говорят. И когда меня спрашивали, что как бы ты объяснил проблему русских церквей, мне неоднократно этот вопрос задавали с Украины, вот пастора, вот сейчас с кем я общаюсь. Я говорю, проблема одна, отсутствует рождение свыше. Есть потемкинские деревни, и самого рождения свыше нет. У меня на это есть простое доказательство. Когда с человеком происходит это великое, просто глубочайшее событие, то человек всю оставшуюся жизнь, он осваивает это событие, он его объясняет, он его переживает. На этой жизни не хватит, потому что это очень глубокая вещь, которая происходит с самого начала. И человек, он находится в этом. И, как правило, это видно по всем вещам. То есть человек говорит об этом. Если церковь живет в этом, она проповедует об этом. То есть очень много информации о рождении свыше. Эта тема интересна для людей, которые рождены свыше. Так что же это за опыт был такой? А он отсутствует в церкви. Говорят о чем угодно, допустим, о том, как быть богатыми, как быть успешными. А об этом, об основном, не говорят. И это есть доказательство того. И вот это как раз является, я понимаю и осознаю. Мне многие говорили, что слишком много на себя берешь. Я говорю, может быть, но я как представитель этой профессии, я пастор. И я веду церковь с 2005 года. Я могу иметь профессиональную оценку. Здесь не вопрос суда. Я призывал, чтобы прислушались к этой оценке. Посмотрите на людей. Этому доказательство просто есть. Вот. А равно, вторую часть, допустим, в вашем вопросе есть то, что вы говорите о русском народе, о его мессианстве. Я верю в мессианство русского народа только наоборот. Если брать, скажем так, израильский народ. Есть только один народ, который можно назвать мессианским. Об этом говорит Писание. Так вот, Россию я назову мессианским народом только наоборот, потому что, на мой взгляд, как раз Россия сыграет вот эту мессианскую какую-то судьбу, но наоборот, с отрицательным значением. Если это так, то да. По этой причине, когда я слышу вот этих пророков, вот вы упоминали, вот всех этих людей, я Голикову не так часто слушаю, потому что там все понятно настолько, что даже, в принципе, и слушать не надо. Но где-то это начало происходить, наверное, с 2014 года как раз, вот что интересно. А когда появились вот эти ложные пророки, когда начались вот эти события, они пили какое-то вино, постоянно какие-то люди приезжали странные. Тот же самый Крис Валлотон, когда он приехал сюда, и вот его учение о пророчестве, я его разбирал. И вот с этой книгой, с его, я пришел к епископам того союза, где я был. И я говорю, посмотрите, что происходит. Я дал этот труд, я говорю, вы разберитесь, потому что те люди уже начинают подниматься и ездить по церквам в вашем союзе. И вот это является очень серьезной вещью. Это, как вам сказать, я считаю, как раз вот эти пророчества, они сыграли одну из ключевых вот таких ролей, из-за чего церковь находится в таком состоянии. И я призывал и говорил об этом, в правление писал, чтобы рассмотрели этот вопрос, потому что Лукьянова слушала вся российская церковь, вот наш союз.
Он приезжал сюда. И, понимаете, когда я, допустим, да, может быть, я резко делал это, но когда я делал замечание там своему старшему пресвитеру в Оренбургской области или пастору церкви, куда приезжают эти люди, я столько хейта получал, что, ну, там, просто... И когда я обращался, то есть я жестко говорил на эту тему, я обращался к правлению, чтобы они разобрались с этим, то, значит, пастора на меня обижались. Как раз когда вот все это начало вот угрожающие формы принимать. Это было, я еще раз говорю, где-то начало 14-15 год. И когда я поднимал эти вопросы, то получилось так, что, опять же, епископа, они защищали тех, кому приезжают эти люди, а я попадал в обструкцию. И говорили, брат, тебе нет любви. А что именно вас смущало в их учении, в их выпадах? И вот хотя бы несколько моментов. Что вот? Ну, Евгений, я, конечно, не буду как бы вот эти вещи вспоминать, которые вот про шарики, про его там знаменитые прям Дух Святой в виде младенца там с голубыми глазами, да. Это, конечно, все, ну-ка, такая хохма, вот, и, ну, скажем так, это уже, я не знаю, на какой уровень рассчитано. Я поднимал вопрос касательно того, что эти учения, которые они несут, они нарушают чистоту Евангелия, это раз, а во-вторых, искажают понятие и определение любви Божьей. И я обращал внимание на два места Писания. 1 Коринфянам, когда апостол Павел говорил, и послание к Галатам, когда он высвобождал анафему на церковь. И как раз анафема на церковь, я еще раз говорю, она уже высвобождена 2000 лет назад апостолом Павлом, который любил церковь. И как раз анафема эта высвобождена по причине того, что если в церкви будет искажаться определение любви Христовой и Евангелие, то будет анафема. И как раз это не просто заблуждение, это не просто смешки какие-то, ну там какие-то истории, ну или, скажем так, излишняя мистификация. А они делали вот это страшное дело, которое как раз и открывало двери для анафемы апостольской на церковь. И церковь в это погружалась. Вот я об этом говорил. И просто для меня это была огромнейшая боль, просто огромнейшая. Это было самое-самое такое неприятное время. Вот я хочу сказать даже сейчас, знаете, вот у меня, ну, достаточно ко мне жестко относились, вот, ну, что полиция, прокуратура, вот, в судах, вот, у меня много очень информации, у меня прям историческую книгу можно писать по этому поводу. И вот они, когда меня гасили или давили меня, то я не испытывал такой боли никогда, вот, от них. То есть у меня не было такого, ну, усталости от них. Ну да, враги, я им в лицо говорил, они мне в лицо говорили. Да. И мы просто по разные стороны баррикад были. А вот здесь, когда я видел, что происходит в церкви, когда Евангелие искажается через это, искажается определение любви Божьей, то я понимал, что это влечет на церковь. И от этого мне было просто очень нехорошо. Вот это как раз меня выбивало просто вот по полной программе. И это было очень тяжело вот на все это смотреть. Вот. И поэтому я вот как вопил больше, наверное. Вопил, кричал, объяснял. Поднимал вопросы, задавал вопросы, и ни на один вопрос я не получил ответ. И в правлении, высшее правление церкви. Вот. И по этой причине я вот как раз и говорю, что какая связь здесь между событиями, которые происходят в стране, и между тем, о чем мы сейчас говорим. Казалось бы, далекие вещи. Причем здесь откровение в церкви и война. Да дело в том, что как раз церковь, на мой взгляд, и я давал свою оценку, это еще в 2018 году, все, что происходит в этой стране, вначале ответственность лежит на церкви. Потому что она не противостала этой лжи, которая сегодня просто с ума сводит людей. Они не защищены, им нечем защищаться от этой лжи. А церковь в это время... Да-да. А церковь в это время? А церковь в это время, она пребывала просто вот в своих вещах, вот в этих вот, пили какое-то вино Духа Святого, были вот этих ложных пророчествах, и постоянно искажалось вот это определение, что есть любовь. Она приняла такие, не знаю, такие черты, то есть она переключилась с Бога на людей, она стала какая-то гуманитарная, гуманистическая. Да, гуманистическая. Была потеря любви ко Христу. Да. И вот это как раз, я считаю, и привело к тому, в чем мы сейчас живем. А вот вопрос у меня такой, вот вы наблюдаете, в какой момент произошла вот была эта точка невозврата? Вот, может быть, вы как-то определяете для себя в стране, в церкви, когда можно было еще что-то спасти, когда можно было как-то повернуть? Или все было обречено с самого начала, и
Вот как вы определяете эту точку? Где она? В какой момент это произошло? Когда Путин пришел к власти, когда, там, не знаю, что-то начало происходить для церкви, когда этот перелом произошел? Это вот один вопрос, а другой у меня вопрос. Это почему лидеры, такие как Риховский, Голикова та же, Шатров, другие все, не просто люди, которые пришли в церковь в какой-то момент, они родились в верующих домах, и их отцы в какой-то степени страдали от обстоятельств, страдали от власти. Почему им не привито вот это сопротивление власти? Почему им не привито вот этот момент? Почему они так вот сдались и приняли все то, что вот происходит? Просто съели это все. Хотя их отцы страдали, сидели в тюрьмах, и вроде, ладно, люди, которые не испытывали этого и пришли в церковь, там, спаслись на каком-то этапе, да, приняли Христа, а эти ж люди вроде изнутри должны были знать, что это такое, а все-таки не знают. Вот как вы можете ответить на эти вопросы? Про точку невозврата, как вы думаете, в какой момент это произошло? Можно было бы как-то это остановить в тот момент? Что пошло не так? И вот почему эти люди, лидеры, которые знают, что такое КГБ, почему они вот так свободно сейчас вот принимают этого антихриста? Ну, конечно, так сложно сказать, конечно, про точку невозврата. Ну, наверное, после того, когда церковь начала думать больше о своем личном устройстве. То есть в основном люди думали, как быть успешным, как послужить самим себе, даже рассматривали какие-то социальные акции для того, чтобы, допустим, там, повесить грамоту на стену, либо, ну, скажем так, стать в глазах чиновников людьми, которые несут там какое-то добро или гуманизм. Да. Вот, и перестали изучать Писание. Вот я понимаю, что моя оценка, она такая, она простая, может быть, выглядит. И, в общем-то, люди могут искать каких-то, ну, может быть, более серьезных каких-то корней вот этого зла. Но я вижу их очень просто. Перестали изучать Писание. Не было углубленного изучения Писания. Люди не проводили в этом время. Был в основном мистицизм. Помазание измерялось в каких-то градусах, в какой-то, ну, такой видимой харизме. Вот. А к Слову Божьему, ну, люди потеряли интерес. Вот, чтобы изучать углубленно, этого не было. И тогда, когда, ну, допустим, я это делал, я это любил просто, я любил это изнутри. И когда предлагал какие-то вещи вот для глубокого изучения Писания, ну, люди смотрели и говорили, мы в духе поклоняемся Христу, мы не книжники. И, ну, где-то даже меня начали называть иудействующим или, скажем, законником даже. Я говорю, так, ну, пускай так, я люблю закон, я в нем провожу время, я не просто боюсь его, я его люблю. И рождение свыше дало мне эту любовь к закону. Но вот какая-то вот ложное откровение о благодати, что нам закон не нужен, и теперь папочка налей, просто мы должны взять все там 800 сколько-то там обетований в свою жизнь, в общем, мы должны брать от Бога. Но была потеряна эта главная мысль, что Бог нас вывел из Египта для того, чтобы мы поклонились Богу. Именно так описан этот план спасения. Не просто вывести из рабства, но для поклонения Богу. А в поклонении Богу участвует прежде всего голова. Они говорят, сердце важнее. Я говорю, сердце первоначальнее, а не важнее. Оно начинается все с сердца, но если человек не переживет процесс покаяния, он будет не способен двигаться дальше, он будет не способен исповедовать Божью веру. Он будет не способен исповедовать ее не только словами, но и делами. А я просто определяю проповедь Евангелия, допустим, если мы сейчас говорим относительно того, что происходит в стране. Писание говорит, что в том же первом послании Иоанна, что человек, он должен творить справедливость и правду, если он знает, что Бог справедлив и праведен. Да. И Иоанн подводит черту вот как раз под этой мыслью, которую вот я говорил, да, про время Антихриста. Он пишет там, если вы знаете, что Бог праведен, то и вы будете творить правду. А правда – это не что иное, как реагировать на, во-первых, на всю ложь, которая происходит. Где? Везде. В чем? Во всем. Понимаете, вот этот момент, когда
церковь как раз, она начала говорить вне политики. Вот именно это был, наверное, ну, мне сложно сказать, наверное, 2006-2005 год, наверное, очень ярко это было вот проявлено. Потому что как раз тогда какая-то боязнь была Майдана, который произошел в Украине, и церковь как начала открещиваться: мы вне политики, российская, мы вне политики. А что такое вне политики? И я спрашиваю, дайте мне определение политики сначала. Один человек пришел меня обвинять и сказал: ты политикан. Я говорю: я приму твою точку зрения, только с одним условием. Дай мне определение политики. И я ее прямо сейчас приму. И он как все вот беме. И ничего не смог сказать, и улыбается. Я говорю: а как ты провел производную, когда ты не знаешь изначального? Политика есть не что иное, как множество интересов. И церковь, она должна представлять интересы Царства Божьего вот в том конгломерате, где мы живем. И вне политики это вывод за вот эту область интересов, где представлены все. Коммунисты, там, кто еще, демократы, еще кто-то. Все представляют свое понимание о правде, о справедливости и так далее. И одна церковь вне этих интересов. И я считаю, что вот как раз тогда это был отказ от проповеди Евангелия и от того, чтобы вот как раз сделать то, к чему Бог призвал. Вот это, я считаю, ключевой точкой. Но люди, когда это слышат, я вот понимаю, они сразу реагируют на то, что церковь, Христос предупреждал быть вне политики и не быть в закваске фарисейской и иродовой и все такое. Они сразу представляют себе, что церковь это должна быть политическая партия, которая там точно так же, скажем, манипулирует, как и обычная партия. Но на самом-то деле, если посмотреть, когда речь идет о Царстве Божьем, и когда мы говорим о том, что в Его Царстве мы вместе с Ним будем править, и если мы говорим о тысячелетнем Царстве и фигуре Христа как политическом лидере, то как эти люди представляют себе, как они будут в Царстве Его править, помогать и быть там? Ну, то есть это же тоже политика, это же тоже часть, да, вот этой темы. Или как они говорят о том, чтобы не судить, да, не судить. Когда Павел говорит о том, что вы будете судить мир, да, вот, то есть, а как, если вы не можете житейские вопросы в церкви решить, если вы не реагируете на эти все моменты. И очень интересно, что вот впечатление, что церковь не справляется с главным ее предназначением, быть столпом и утверждением истины. Получается, что совершенно верно. Она даже не высказывается, она даже не говорит, да, она просто прячется. Совершенно верно. И себя оправдывает свою трусость, свои какие-то внутренние там идеи, которые они не хотят выводить на свет, и просто сидят вот в этой всей части. А вот вторая часть моего вопроса по поводу Риховского, Голикова и других ДВР, да, те, которые видели, почему они занимают эту позицию. И еще один вот дополнительный вопрос про Рика Реннера, про Мацулу и про всех иностранцев, которые вроде бы росли в демократических странах. Что с ними произошло? Что? Или их завербовали, или им не хватает? Как это может быть? И что? И ваш комментарий изнутри. Вот, это мое оценочное мнение, но оно основано на Библии, опять же. Я думаю, вы согласитесь с тем, что рождение свыше не передается вот от родителей к детям. Да, потому что культуру можно передать, это большое дело, это очень сильно помогает. Культуру можно передать христианскую, но рождение свыше не передается. Но, как правило, считают по умолчанию, если человек родился в семье верующего человека, да еще там в третьем поколении, то это все, это просто это будущий там епископ, либо еще кто-то. Вот. А на самом деле все происходит гораздо прагматичнее, вот, что человек должен родиться свыше, надлежит родиться свыше, принять водное крещение. А принятие водного крещения не что иное, как обещание Богу доброй совести. Да. Доброй совести. И потом ты можешь быть хоть архиепископом, если у тебя сил хватит быть архиепископом в этой стране. Ты можешь все что угодно делать, но вот этого нет, а какие-то лифты социальные или такие лифты церковные образуются, когда какие-то люди просто поднимаются по какой-то вот карьерной лестнице. И вот мы видим то, что мы видим. Что нет людей, которые, скажем, будут иметь четкую позицию. Нет наверху людей, которые могли бы просто вести церковь. Евгений, даже просто, хорошо, я не говорю там, что бороться с Путиным там им надо, либо там восстать что-то. Вот простой пример такой.
Они не могут даже запретить в своих церквах, когда я доказал, что это лжепророки. Вот я еле-еле раскачал эту телегу. Они приняли решение. Начальствующий епископа, скажем так, этих людей назвал, мягко, но назвал, что это лжепророки. И что вы думаете? Люди как приглашали, их так и приглашали. И когда он приезжал в то место, после него через несколько дней приезжали туда эти люди. Они даже эти вещи не могут сделать. Да. Просто в церкви сказать, четко нет, или так нельзя делать, и дать какой-то, бой даже тем людям, которые врываются со своими откровениями. Что тут говорить? И я еще раз хочу эту мысль, может быть, еще раз сказать, что недостаток этих двух вещей, рождение свыше и обещание Богу доброй совести. И когда я говорю это оценочное мнение говорил, да и сейчас вы посмотрите, что будет в комментариях. Мне говорят, ты в своем уме, Рик Реймер, ты что хочешь сказать, ты на что намекаешь? Я говорю, я ни на что не намекаю. Я просто смотрю на ситуацию, я читаю Писание, и я строю свое оценочное мнение. Никаких намеков нет. Если есть рождение свыше, значит, есть совесть. А если совесть есть, она будет громко говорить на несправедливость, на зло. Это и правда, все, это настолько просто, что просто не придумаешь. Сейчас, Евгений, многие говорят, да, я слушаю, ваш канал в том числе, говорят там, допустим, о фашизме там и так далее, о каких-то очень опасных таких социальных явлениях. Но почему не говорят о том явлении, которое передано нам через Священное Писание апостолами? А это явление не что иное, как появится много антихристов. Все любое действие, оно не так страшно, как этот корень, который как раз является той ложью, которая может распространиться и через фашистов, и через демократов, и через еще кого-то. И он многоликий. Его главная задача обмануть и эту ложь принести. А церковь в этот момент, у нее один враг, если так говорить, да? А церковь в этот момент, она на эту ложь никак не реагирует. Вообще никак. Она говорит, мы вне политики. Нас просто какая здесь политика? Да, нас просто научили и сказали, что дерево познается по плодам. И эти люди, включая Рика Реннера и всех остальных больших людей, они говорят, есть плоды, это сколько у тебя человек в церкви. Если ты оказываешь влияние большое, хорошие плоды, неважно, какие они, если у тебя количественно много людей тебя слушают, то значит это автоматически плоды. И неважно, что ты несешь, и как ты несешь, и кого ты к себе приглашаешь, и что у тебя звучит, все равно количество. То есть то, что Христос говорил о том, что многие идут широкими вратами, пространным путем, да, и немногие идут узким путем. То есть узким путем идут немногие люди. Наоборот, в какой-то степени надо прислушиваться к тем, кто не такой популярный, потому что он может идти узким путем, потому что не все с ним идут этим узким путем. Но из-за того, что это сидит в подсознании у людей, и они реагируют... Совершенно верно. Рик Реннер всегда прав, потому что, вы смотрите, он там вещает, влияет, и за ним столько людей идут, потому что это главные признаки плодов. Следующее, что плодами называется, это проявление даров духа. Если человек исцеляет, если человек освобождает от демонов, если он эти все вещи делает, значит, можно сказать, что он плодовит, плодоносен, и они уже они забыли, они не читают то, что когда-то нам противопоставляли харизматическому всему движению баптисты и говорили, что он скажет некоторым, да, не знаю вас, отойдите от меня. А мы же твоим именем изгоняли демонов. То есть это же так просто. Куда-то выкинули, да, мы куда-то выкинули. Я не знаю. Нет, смотри, самое главное это плоды. Это вот вам и плоды. И вот вам учителя, которые легко рассказывают там про шарики в заднем месте. То есть это легче слушать, смеяться и забавляться, чем, я не знаю, углубляться в Писание и воспринимать все, как бы судить себя, да, где Библия говорит, суди себя, да, вникай в себя, в учение и начни с себя, тогда ты не будешь осужден с миром. И это все-таки, мне кажется, упущенные моменты в нашем всем движении, я думаю, налицо вся эта действительно ситуация. Да, Евгений, потом все это еще принесло большие деньги людям. И большое влияние, большие деньги. Включая тех же Шатровых, Голиковых и всех остальных. И от этого очень сложно отказаться, как оказалось. Потому что если ты выступишь в этой ситуации, назовешь власть тем, чем она называется, ты можешь это потерять.
совершенно верно. Ну, да, такое подозрение не на пустом месте. Даже если не знаем мы этого, то оно не на пустом месте, и люди должны дать отчет. Но, Евгений, смотрите, если по такому критерию, как вот многие судят, тогда Алла Борисовна Пугачева, она намного помазаннее их, потому что она собирает больше людей. Это правда. И я могу сейчас влияние имеет, перечислять этих людей, да, там, о влиянии и так далее, что ее песни несут добро и так далее, и так далее, и так далее. Но церковь же, она не про то, чтобы вы знаете, собрать много людей. В корейских церквах, вот некоторых, там есть одна церковь, где пастор назвал себя мессией. И в эту церковь ходит 250 тысяч человек. Они попали еще в скандал при начале пандемии, что они, вопреки всему, все равно собирались и позаражали там многих людей. И о них рассказали на телевидении. То есть там пастор назвал себя мессией, живым мессией, и все равно 250 тысяч человек. То есть это тоже, получается, плоды, больше плоды, чем у Рика Реннера и у других всех людей. Да, и даже так. Да, но вот такой вопрос. А как вы относитесь к молитвам, которые сейчас, вот, которыми молятся Голиковы и все остальные? Они молятся, с самого начала войны я слышал, как верующие молятся за Кадырова, за Путина, за русские войска, которые должны победить. Также о том, чтобы... основную молитву я слышу от людей, которые, и ТБН посещают, и там их много на самом деле, которым я все время противостоял, находясь там в то время, но меня игнорировали точно так же в этом случае. Считали, что я просто законник. Так вот, они молятся в этой ситуации о том, чтобы Господь остановил Украину, чтобы она перестала провоцировать ядерную войну. Это то, о чем сейчас вот какая-то часть русских лидеров молится. Вот как Бог относится к этим молитвам и что вообще, что это такое? Я не знаю. У меня вот один такой образ, я в образе отвечу, чтобы побыстрее, да. Вот раньше я когда смотрел военные фильмы еще в то время, советские, и там был такой момент, когда показывали на фронте, стреляют, в друг друга две стороны, и потом выезжает такая машина с репродуктором, и русский солдат, там, тра-та-там, прекратите стрелять, там, вы будете, сдайте оружие, там, в общем, придите, вы будете напоены, накормлены, там, все кончится, будет мир, мы вас не тронем, там, гарантируем жизнь и так далее. Вот такая мягкая сила между этими боями. Вот я также смотрю на такие молитвы, когда они действуют как мягкая сила. Сначала бомбят города, сначала идет такой жесткий контакт, когда просто убивают людей, а потом тут же смолкает что-то и начинают поднимать голос эти люди, которые прям что называется, любовью завтраком питаются. И они начинают говорить: да вы сдаетесь уже, или что вы провоцируете? Сейчас будет, еще немного ядерная война будет, вы этого хотите? И они начинают говорить: у вас есть вообще любовь? У вас есть вообще совесть? Мы тут страдаем, в общем-то, вы что устроили здесь? Давно бы сдались и все, и зажили бы уже. Да. И эта мягкая сила, явленная такая в виде церкви, примирители, они в этот момент, я даже чувствую, что они себя миротворцами ощущают, что они именно мир творят. Они ощущают себя миротворцами, да, потому что они возмущаются, почему в украинцах сейчас столько много лжелчи, они не понимают, это и Романов озвучивал там, московский, и они не знают, почему украинские верующие вносят столько разделения в тело, они ратуют, то есть Россия сейчас ратует за мир, за единство, за благополучие, за то, чтобы нормально жить и все остальное, а украинцы все это разрушают. И, конечно, они провоцируют эту войну. И, они осуждают украинцев еще с Майдана, что это все из-за Майдана. То есть они выступили, и теперь нам тоже плохо получается жить из-за этих украинцев. И, конечно, произносят и молятся о всех этих моментах. У меня есть такой вопрос, почему христиане разделились? Они были в одних библейских школах, вроде одну Библию читают. Частично вы ответили на этот вопрос, говоря о том, что есть просто спасенные, рожденные свыше, и нерожденные. Но все-таки все же находились в одном, да, взять движение «Новое поколение», да. Вроде одни апостолы, одна библейская школа, все одно. Но война, и все разделилось. И даже еще не сейчас, когда мобилизация началась, а еще тогда,
когда контрактники шли, да, то там даже из нового поколения записались люди и сейчас воюют против Украины с той стороны. То есть я просто думаю, что вообще произошло с верующим миром, что все находились в одном учении, одни какие-то апостолы, которых они там уважали, почитали, но война все вот так раз и разбила. Может, есть еще какие-то комментарии на эту тему? Да, нет, я так не называю, Евгений, что война все разбила, и вообще я не верю, что внешние обстоятельства могут, ну, что-то разбить или построить. Я верю так, что внешние обстоятельства, они являются лакмусовой бумажкой, которая проявляет то, что внутри. Они не строят и не ломают, они проявляют. Вот поэтому я смотрю на эти события только так. Просто тогда, когда ничего не происходит, то, ну, внешних обстоятельств нет таких серьезных, то все похожи друг на друга, все верующие, все одинаковые. Но когда приходят внешние обстоятельства, то тогда проявляется то, кто человек внутри. Ну, при выдавливании мы понимаем, что было внутри. Для того, чтобы понять, что внутри человека, помазан он или нет, то надо раздавить, то есть надо сломать вот эту внешнюю оболочку или как вот этот, может быть, комфорт, который окружал человека. И тогда оттуда идет либо помазание, либо, ну, другие вещи. Вот именно я так определяю это. И еще раз, может быть, это похоже на какую-то зацикленность, да, что вот я так просто отвечаю вот в том, что вы вот сказали, да, выше. Но это я хочу доказать. Ответы, да. Я хочу доказать это. У меня много для этого доказательств. У меня их, допустим, у меня их 5, только вот я сразу могу достать. Первое. Допустим, я всегда говорил, да, человек может заблуждаться. Можно сказать, ну что ты всех под одну гребенку. Но ведь люди могут заблуждаться, могут бояться и так далее. Но есть одно доказательство. Когда я поднимал вопросы и говорил, почему вы боитесь говорить о том, что есть политика, либо защищать свой тезис вне политики, исходя из Писания. Почему вы боитесь полемизировать на эту тему? Да. Почему вот те смыслы, которые вы сами используете, как вот я говорил, что есть политика, они все как один говорят, борьба за власть. Я говорю, вы откуда это взяли? Вот вы откуда это взяли, вот это определение? Все вот так вот и есть. Я говорю, ну это же неправильно. В самом слове есть определение. Когда они говорят о власти, я говорю, давайте поговорим о власти. Давайте поговорим, потому что Писание учит нас молиться о власти. И я так понимаю, Евгений, я думаю, что любой человек, когда читает «молитесь о властях», он подразумевает, что человек подключает голову при этом еще. То есть для того, чтобы молиться, надо голову подключать, ну, чтобы слова какие-то в молитве были. А чтобы слова были, надо, ну, смотреть, что есть власть, какая она, какие это институты и так далее, и так далее. Но подтверждение моей мысли, что я ставлю под вопрос рождения свыше, у них нет тяги к этому, у них нет желания изучать эти вещи. Нет тяги погружаться в это, они боятся как будто этих вещей. Они смахивают их со стола и все. Хотя, в общем-то, ну что вы боитесь? Пожалуйста, я приглашал в который раз уже на полемике, на диспут. Я говорю, давайте, пожалуйста. Вот тоже Алексей Прокопенко вот глубоко уважает этого человека. Просто до боли больно была его статья, которая вышла. Просто я переживал вот, ну, больше, чем вот через эти события, которые вот были вот недавно. 3 дня просто я не мог в себя прийти и все. И я перед этим, наверное, 1.5 года просил его, Алексей, давай говорить на эту тему. Давай встретимся, давай будем говорить. Он в десятки раз лучше меня знает Писание, и он, человек, ну, я почитаю его дар, это, ну, учитель. Я вот и сейчас говорю о том, что этот человек, мой брат, и это хороший учитель. Что с ним произошло, не могу понять. Он ни разу, вот знаете, вот как будто не было возможности у нас пообщаться на эту тему. Для зрителей сказать, что случилось с ним, потому что не все в курсе. Вышла, по-моему, там 3 сентября или 5 сентября статья вышла как раз вот Алексея Прокопенко, где он объясняет позицию, что церковь не политики и так далее, и так далее, и так далее. Вот эти вот вещи все. Вот. И он выпустил ее, закрыл комментарий у себя. Пара-пара-пам. Я не знаю, вот как. Я говорю, доктор богословия. Все боятся, да, комментариев. Я не знаю. Да, я не знаю. Ну, да. Я ж многим направлял российским служителям, и первым, и вторым, и таким, и сяким, чтобы они дали интервью и прокомментировали ситуацию. И вот многие из них просто убегают от этого. Мне все время говорят, почему вы там говорите о тех, а не вместе с ними обговариваете. Да они просто боятся, они просто не приходят. Некоторые пишут, еще не время, Евгений, еще не время. То есть они... Вот, Евгений, вот здесь вот внимание, вот здесь вот очень внимательно, смотрите.
Эти люди должны были противостоять злу вовне, которые, ну скажем так, имеют рычаги управления в этой стране. И они должны быть храбры в этом. А они не могут быть храбры в том, чтобы защищать свою точку зрения и отстаивать ее внутри церкви. Вот от, давайте так назову, от таких, как вы, от таких, как я, которые ничего им не сделают. Просто выйдите на свет, выйдите на свет. И это ваша работа, вы должны с утра до вечера делать это. С утра до вечера вы должны проповедовать и учить. И не в комфортных для вас условиях. Они даже не хотят комментарии слышать. Вот в чем дело. Они даже не хотят слышать с той стороны. Их это напрягает, они не хотят, они говорят, мое мнение вот такое, а дальше вы все молчите. Я даже слышал, как Шатров проповедовал и говорил, что так как Советский Союз сам распался, мы ничего не делали там. И сегодня вы там на кухне даже не должны говорить друг с другом, в чем вы там не разделяете позицию с властью. То есть он уже зашел на кухню к людям и запрещает им даже на кухне разговаривать. Об этом нельзя говорить в церкви, об этом нельзя говорить нигде. И даже на кухне, он говорит, тоже об этом говорить нельзя. Типа, критика или что-то еще, там, комментарии свои. И я думаю, это же просто, с ума сойти можно. Когда еще он заходит и запрещает тебе на кухне с женой говорить на эту тему. То есть, а тогда где и что? В чем служение тогда? Да, и комментарий нет. Со мной поговорить нет, только от меня вы слышите, а остальное вы не можете говорить. Вот и все, замкнутый круг. Замкнутый круг. Представьте, Евгений, вот смотрите, я назвал свой канал «Мысли Юродивого». И это не просто какой-то такой троллинг или это. Меня называли так. Меня так называют вот это последнее время. И я думаю, а что, неплохо. И я сказал, хорошо, я буду юродивым, но тогда я вас этим именем судить буду. Потому что если я уродивый, ваша вера и ваши действия, они должны быть выше, чем мои. Я готов быть юродивым. Но тогда я к вам взываю, людям, которые проповедуют о любви. Я нуждаюсь в том, чтобы мне объяснили, послужите мне. Послужите мне, в моих словах есть смысл. Послужите мне, скажите мне, дайте мне ответ на эти вещи. И молчок просто, что называется, как рыба об стену. И смотрите, и вот этот момент, когда я говорю, давайте представим себе, чтобы у нас была такая медицина, вот как вы говорили сейчас, такая медицина, где у нас есть один профессор или 5 профессоров, которые мелят, что попало, а все остальные должны делать так, как они говорят. Вот они пошли ложным путем, и все остальные идут этим ложным путем. Что было бы с нашей медициной тогда? Медицина и любая наука там, где идет борьба, где люди отстаивают свою позицию, где люди подтверждают всякий раз свои, давайте назовем так, откровения, это в хорошем смысле слова, открытие. Они доказывают его, они перепроверяют его. Различные симпозиумы вот эти, различные встречи их. И там идет жаркая битва, там просто так человека, как в церкви, знаете, не подымут. Там с тебя 7 шкур снимут, пока ты до Нобелевки дойдешь. И поэтому мы с вами живем. Да, интересно, что таким образом церковь вообще существует с самого начала. Да, там совершенно верно. Было полно проблем, но это так думают, что соборы, это там пришел Константин, другие постановили указ. Нет, там было доказательство, там люди должны были доказывать свои доктрины. Это не просто так, на протяжении лет и лет люди должны были собираться в соборы, и не просто один решает, даже посмотрите, описан в Библии собор, где все собрались, и не просто один выступил, и все сказали, хорошо, да. Ведь Христос даже предупредил и сказал, при свидетельстве 2 или 3 свидетелях, да будет истинно всякое слово. Но сегодня в церкви, не во всякой церкви 2 или 3 свидетелей приводят. В том смысле, что не только в этом случае, не только епископ один там что-то говорит, и все. То есть обычно должно быть несколько мудрецов, 2 или 3. Вот если в собрании, в еврейском собрании 2 или 3 согласятся в одном и том же, этому можно доверять. А в этом случае это непонятно что. То есть они всех повычеркивали, и это может навредить, но вы не понимаете, что вы уже навредили. Вы уже навредили тем, что вы не защищаете народ, не заступаетесь, не стоите на стороне правды. Вообще и другим запрещаете говорить. Это то, что произошло здесь у меня в Израиле. Я был в объединении, и мне сказали, ты не должен говорить про Украину. Ты не должен, ты все время за Украину. Ты не должен. Сбавь градус, то есть перестань говорить. Я говорю, а кто этот градус будет проверять? То есть где этот градус? Я должен на проверку все мои посты вам приносить?
Ну и все, и это люди здесь в Израиле, это люди, у которых покровительство в Германии, то есть это даже с Россией напрямую не связано. А тем не менее, вот такая ситуация. И меня вынудили, я просто, хотя я уговаривал, но я вышел. Почему? Потому что если мне запретят говорить то, что я думаю, а в следующий раз они мне запретят еще что-то говорить. Ну, то есть вот такая вот картина. И все. И никто с тобой не собирается разговаривать в этом случае. Никто, я говорю, докажите, покажите, приведите мне аргументы, что это по Писанию, что я не могу высказываться в этой ситуации. Нет, ты просто должен послушаться. Ты должен слушаться. И нет коллегиальности, нет ничего. И поэтому это скоро закончится. Потому что у этого нет будущего. Это просто непонятно что. Это что-то похожее вот в России. Такая же картина. Хорошо, вот, а ваши рекомендации... Да, отреагируйте. Да. Вот смотрите, я вот с 2010 года, ну так получилось, что я было открыто мне, что эти будут две войны эти. И об этом знают люди, я говорил об этих событиях. Интересно. И где-то, я сейчас не буду об этом, долго, чтобы не занимать время. И когда я увидел то, что происходит в моей стране, вот, то, о чем мы говорили выше, с вами, я об этом также поднимал вот эти вопросы и говорил, это же опасно. Если соль, она не имеет той должной силы, которая должна, то все шкуры, которыми осолены вот этой солью, они пропадут просто. Это все пропадет, и ответственность на соли будет. И я говорил о том, что эта страна, она не просто, скажем так, допустим, сейчас, конечно, все говорят о том, что острие неправильности Российской Федерации, оно выражено в том, что она сегодня воюет с Украиной. На самом деле происходят определенные вещи. Если быть внимательным, можно увидеть это, что эта страна, она переделывается параллельно. И все те вещи, которые делаются вовне, они всего лишь для того, чтобы сконсолидировать общество, еще для каких-то вещей. Но появляется другая страна. Та Россия, которая была, по крайней мере, даже с какими-то начатками свобод, какого-то гражданского общества, она уже свернута, ее нет. Де-факто в невидимом мире ее нет. И совсем скоро я говорил и называл эти времена. И, по-моему, через 1,5-2 года это настанет. Я говорил о том, что скоро вы увидите Советский Союз. И это было в далекие годы. Это было 7 лет назад, 8 лет назад. И люди крутили пальцем у виска и говорили, какой Советский Союз? Я говорю, не тот с детскими садиками и социальной жизнью, уж поверьте. Я его просто в кавычки беру. Это будет другая страна. Там, где, скажем так, будет жить некомфортно. И вот сейчас это, буквально, есть на моем канале видео, 1,5-2 года осталось ждать. И вот скоро вы все это увидите. Она будет явлена просто. И тогда что вы будете делать? Тогда что вы скажете? Если сейчас, допустим, я говорю, давайте подсчитаем. Если соль была слабой, по этой причине сегодня ложь здесь процветает на этой земле. Просто все перепуталось, черное на белое. Война – это мир, любовь – это ненависть. И все наоборот. И я говорю, а где тогда церковь? Кто тогда должен был защищать эти определения? И это говорит о том, что церковь не справилась. И дальше это выльется в то, что и страну потеряем. Просто ее, в принципе, скоро все это уже будет, скажем так, известно всем. Вот буквально 1,5-2 года. И потом эта страна, она сыграет ключевую и огромную роль против Израиля. И тогда я говорю, что вы будете делать? По тому же самому сценарию, который сегодня происходит с Украиной. Что вы будете делать тогда? Вот я у верующих спрашивал в церкви. Как вы будете тогда говорить, когда Россия, она выступит против Израиля или, скажем так, в этом конгломерате этих государств? Это станет очевидным, та позиция, о которой я говорю, которая сегодня кажется смешной или как, подумать, какой антихрист придумал. Пожалуйста, то есть посмотрим. Остается только это сказать. Я не знаю даже, как здесь это скомментировать. Слышно меня? Да, Евгений. У меня просто отключился один и другой. Да. Все слышно, да? Сели наушники. Да. Да. Скажите, в видео, которое я упоминал с самого начала, вы говорите о том, что вы хотите покинуть страну. И
можете прокомментировать, как вы к этому пришли, потому что не только вы, а еще толпа людей там сидит с вами. Как вы пришли Один к человек, этому? который обслуживает. Да, как вы к этому пришли и, скажем, вы не чувствуете, вам не говорят, что вы предаете Родину, и как вы с этим справляетесь, как вы к этому относитесь и как вы это комментируете? Ну, вот исходя из того, что я сказал выше, я не предаю страну, ее уже нет. А сейчас строится другая страна. Той страны, в которой я жил, уже нет. И я был в ней до конца. Вот как раз до конца осталось. Без малого, Евгений, вот я не прошу доверять мне, я не прошу, допустим, прям верить мне на слово. Давайте рассудим, я покажу этому, у меня есть доказательства этого. И не просто какие-то в духе, да, или мне приснилось, видел сон. А у меня есть и библейские доказательства, а вот аналитика какая-то. Так вот, этой страны уже нет, где я жил, из которой до конца был, пытаясь спасти ее от того царства лжи, которое сейчас и происходит. Ее нет, поэтому какое предательство? Оно невозможно здесь. А отказ, допустим, моя позиция или позиция церкви в отказе от гражданства, она лежит в том, что мы не будем частью той страны, которую строят, потому что у нее очень нехорошее будущее. Очень нехорошее будущее. И я не хочу быть гражданином той новой страны, я не буду ее строить. Я отказываюсь от этого. И говорю это в лицо. И посмотрите, я, допустим, в своей позиции, когда люди говорят, что да, там от мобилизации хотят убежать, либо еще что-то, я говорю, ну вот подумайте, у меня были возможности уехать раньше. Меня звали люди. Один человек предлагал мне, вот, ну, и не один человек, приехать в США, допустим, по той же там религиозной визе. Я сказал, я останусь здесь. У меня была возможность спокойно и просто уехать. У меня были финансовые возможности и так далее. Это отдельный разговор, что я с этим сделал. Но я этого не сделал. Почему? Потому что мне надо было остаться до конца здесь. Я должен был говорить обыкновенную, простую правду. И вот то, о чем я сейчас говорю, я говорю это с разных сторон одно и то же. Одно и то же. И вот этот последний момент произошел тогда, когда вот случился вот эта ситуация, ну, скажем так, вот ребята у нас решили, скажем так, принять активное участие, и так как они боялись полиции, они сделали это ночью. И как бы вот когда произошла эта история, началось такое давление, я сказал, вот это все уже, это предел. Почему? Потому что вот это видео должно было выйти после 5 или 7 видео, где мы рассказываем о себе, о своей позиции, что мы делали в этой стране, какая наша позиция была. У нас огромный кейс вот этих всех дел. Вот как мы действовали и так далее. И только в конце мы спокойно заявляем об этом в виде такого вот пророческого действия, что мы выходим из этой страны по вот этим причинам. Но так как вот обстоятельства, которые произошли у нас, вот, ну, скажем так, вот они вызвали вот то решение, которое мы приняли сначала начать с этого, то есть со своей позиции сказать, а потом уже ее объяснять, если будет время, если там не посадят, либо еще что-то не сделают, то как бы уже объяснить. Сколько мы успеем, мы объяснимся за это. И вот подумайте, Евгений, подумайте, кто вот в здравом уме, спасая свою жизнь и убегая, отказывает в гражданстве в стране, не имея ни приглашения попасть в другую страну. Вообще ничего нету вообще. То есть вот как эту позицию назвать? Вот подготовка или использование вот мобилизации и так далее. Мы это делаем перед Богом. И вот в этом как раз мы заявляем, мы в лицо говорим о том, что все, это предел, и мы отказываемся, мы не можем быть гражданами той страны, которая вот-вот скоро объявится. Еще немножко, Евгений, прям буквально год, полтора года, и все это даже будет документально оформлено. И все это увидят. Да. И все это увидят. Да, это да, это так оно очевидно, туда оно все идет. Но вот я разговаривал с несколькими служителями из России, брал интервью, и, ну, скажем так, может, это время такое было тогда, еще никто не понимал, как все будет и все остальное, но вот ваша позиция отличается от той позиции, которую я слышал, как бы я слышал голос, да, правды, истины, но вот я не слышал вот такого голоса, как у вас. Почему? Потому что вы не стесняетесь отвергать зло и говорить за Украину. У вас даже на аватарке этот
желто-блакитный флаг, да, и как бы вы не стесняетесь высказываться непросто. Потому что каждый раз, когда я благодарил и говорил спасибо вам за поддержку Украины, мне говорили, я не за Украину, я за правду. То есть как будто они боятся высказать и сказать, да, я за Украину в том числе, потому что их сразу начнут обвинять в том, что они предатели. А этого люди боятся, потому что они же служат русскому народу, они должны продолжать служить. И вот это то, что я у них замечал, что они боятся, что их назовут предателями, и они так как бы не совсем за Украину. Я как бы между, мы должны быть между. Вот у вас я вижу впервые, я не видел у каких-то еще российских служителей, некоторых я могу увидеть, скажем, которые вот так могут сказать, я за Украину, и я прошу, чтобы мне дали гражданство Украины. С этим я не сталкивался. Вот. Почему вот так именно? Почему вы не боитесь вот именно это говорить? Ой, вот знаете, я постараюсь коротко ответить. Почему именно Украина? Вот мне тоже интересно. Почему у нас две страны, конечно, потому что большинство в церкви, конечно, люди с детьми, они хотят уехать в Америку, потому что там лучше. Часть людей, они, конечно, хотят уехать в Украину, потому что, наша боль с этим связана. И вопрос не в том, что куда-то убежать, где легче и спокойнее, а, в общем-то, хочется, чтобы воля Божья исполнилась в этом плане. Да. Вот, и по этой причине мы склоняемся к этому. Но мы не знаем даже, у нас ни одного приглашения нет. Мы не знаем вообще, то есть нам адвокаты говорят, такой практики не было, чтобы был вывод всей церкви. Вам надо уезжать там куда-то через Мексику, там убегать. Мы не будем убегать. У нас есть выход всегда, сесть в тюрьму, это хороший выход в данной ситуации. Мы не будем бежать никуда. Я бы хотел, чтобы вы уехали, конечно. Вам не надо садиться в тюрьму. Хотя я понимаю, я согласен, я не герой, я больше еврей, да. Я понимаю. Я не герой, Евгений. Просто здесь один момент есть. Я когда говорю, что это пророческое действие церкви, если я в это верю, я плачу цену за это. Да. И это не игрушки, это не то, что я верю, это пророческое, ты сидишь на диване и говоришь, это пророческое действие и так далее. Ты готов за это платить цену? Да, потому что у меня других вещей нет. У меня нет двойных смыслов и так далее. Мне нечего скрывать, они все об этом знают. И вот этот момент, вы спрашиваете, боюсь я или нет. Смотрите, страх, допустим, да, это обычное чувство, которое присуще, нормальному человеку. Конечно. А у меня это есть. Конечно. Но смотрите, люди в мире, как они поступают? Они покупают пачку сигарет, а на ней страшные кадры какие-то, рак там чего-то, рак легких или еще что-то. Правда, от любого человека страх приходит от такого. Но любовь к сигаретам побеждает. Да. В любом случае, любовь к сигаретам побеждает. Видите, какая сложная химия? Все равно здесь они боятся, их спроси, боишься ли ты рака? Они, не скажу, что бесстрашные, но они любят это дело. Назовем в кавычки это, да? Они любят это дело. Побеждает страх. Да, именно я в таком образе хочу показать. И равно у меня есть страх, я прекрасно понимаю, кто эти люди и что они со мной могут сделать. И, конечно же, есть страх, но любовь к Богу, она больше. И посмотрите, есть такое понимание, когда люди говорят о помазании. Так помазание – это сложный химический такой состав, который образуется внутри человека, который как раз имеет может быть и страх какой-то, и сомнение. Я не такой человек, знаете, как я уверен, что это от Бога. Как люди мне говорят, ты уверен или не уверен? На 100%. Да я слаб. Да. На 100%. Я говорю, да я слаб как никогда. Я завидую всем вам, что вы так твердо верите, что Путин правильно поступает. Я так вам завидую, какие вы верующие. У вас такая просто вера серьезная. А у меня она слабая, я сомневаюсь. Я прихожу к Богу с этим, и людей это шокирует. И они говорят, да как так можно жить? Что это за вера такая? Я говорю, какая есть. И, понимаете, в этом сложной химии есть и страх, есть сомнения, есть, скажем так, недопонимание, с которым я постоянно к Богу прихожу и говорю об этом. Но я не могу сделать иначе, Евгений. Не могу. Просто у меня нет вариантов. Я настолько свободен, что у меня вообще вариантов нет никаких. Потому что если я это не сделаю, то тогда вся жизнь моя, которую я прожил, она вся будет, что называется... Помните, есть место в Писании, где написано, а дом же его мы, да. Если... Да. Помните это условие? Дом сохраним же его мы, дерзновение, да, если до конца. Сохраним, веру до конца, верность ему до конца. Да. И это если,
оно меня, не знаю как кого, меня оно пугает и меня в трепет вводит. И понимаете, когда я осознаю это, я говорю, я вот как шел, вот я так и иду, я боюсь потерять это, я боюсь остаться неверным Богу. И все, что я делаю перед Его лицом, во-первых. А когда люди спрашивают меня, допустим, почему тебя не было видно где-то или слышно, я говорю, спросите у моих врагов, во-первых, обо мне знают все. Возьмите у них интервью обо мне, только попросите, чтобы они объяснили. Их характеристики можете доверять. Но я не делал это медийно, у меня не было цели, ну, скажем так, охватить, большее количество людей, чтобы они слышали мои мысли. У меня была идея такая, что я должен свою веру, вот своей верой, стоять перед Богом, во-первых. То есть у меня фактически, ну давайте так скажу образно, да, ну правильно меня поймите, у меня один слушатель, это Бог. Вот если так говорить, если он кивает головой и воспринимает мою веру, и принимает ее, все, я рад и счастлив. И вот как раз вот про ту вдову, да, притча известная, да, когда там написано, да, стучите. Вот она стучала и добилась. Вот написано, стучите, так и вы. Но там описано, что почему Бог, Он не вступается сразу. Почему? Да. Потому что, придя на землю, найдет ли Он ту веру на земле? Вот эту очищенную от всех тех моментов внутренних, очищенную от, допустим, от моей же гордости, от моих каких-то взглядов на мир, от моих определений, от меня как человека. Найдет ли Он такую веру? И в этом я нахожу смыслы, когда Бог не отвечает. Я нахожу смыслы, когда идет давление и никакого ответа нет. Я делаю это перед Ним, в надежде на то, что однажды, если Он найдет меня верным, вот у меня была крепкая надежда, что Он придет и вот как-то ситуацию эту способен изменить в очень быстрое время. Я уповал на Него в этом всем. Понимаете, я не принуждал людей к чему-то. Я уповал только на Него, вот только на Него, чтобы Он поставил вот свою печать вот в моей вере, в моей позиции. Понимаете? И вот когда мы уходим из Российской Федерации, я не буду долго говорить, у нас целая об этом история. Это не игра слов, это пророческое действие, которое мы осуществляем. И можно сказать, вот опять ты взял на себя. Вот, просто сумасшедший человек, церковь уходит из России. И я говорю, да, именно так. И если я не прав, то пусть эта церковь в России, вот настоящая, она очистится от такого бунтаря, политикана, как я. И я этому буду рад, потому что я люблю церковь. Пусть она будет чиста, если это так. И когда я говорю о судах Божьих, да, и заявлял об этом, люди пальцем на виска крутят и подразумевают, когда я говорю о судах Божьих, они думают, что я молюсь о том, чтобы Путин умер, или чтобы еще кто-то умер, чтобы пришел суд вот, относительно тех, кто меня гнал. А я им говорю, для меня суд нужен, во-первых. Я о судах молюсь, мне суд нужен. И я стою на этом суде также не с такой позицией убежденности перед ним, а я стою просто, что называется, никакой. Я говорю, Бог, ты знаешь эту ситуацию. И, пожалуйста, если есть, приди. То есть вот я исполняю перед тобой вот то, что ты мне поручил. Если это неправильно, для меня будет за честь получить 1 или 2 в твоем классе. Потому что чьей рукой поставлена эта оценка, уже делает меня счастливым. Но так как я не играю в игрушки с пасторством, скажем так, я занимаюсь делом, поставь мне оценку. И если это не так, то пускай это общество будет свободным от меня. И все, я здесь усматриваю не то, что там все, я вас оставляю там и ухожу самый правильный. Нет, далеко нет. Я думаю, что в этой ситуации применимо то, что отображено в книге Откровения, когда Христос стоит посреди церкви, и Он смотрит, судит, каждому что-то говорит. И вот там есть одна церковь в 3 главе, написано, знаю твои дела, ты не холоден, не горячий. Если бы ты был холоден и горяч, но так как ты тепл, не горяч, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, а таких много. И ни в чем не имею нужды, они знают, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Да? Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была самота наготы твоей, и глазную мазь помажь глаза твои, чтобы видеть. То есть есть вот такая церковь, и есть другая, да, другие церкви. То есть мы видим, когда написано
она называет себя живой, а на самом деле она мертва уже, да, но есть там в белых одеждах, кто стоит. И вот ангелу Пергамской церкви напиши, что говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. То есть мы видим вообще разные состояния, разные, и как Христос относится, да, и даже вот там, где престол сатаны. Вот мне кажется, что сегодня престол сатаны в России точно стоит. Это очевидно то, что мы сейчас говорим. И я очень, очень рад на самом деле, потому что я просто вижу отзывы людей, которые в этой ситуации не боятся высказываться, и как это нужно людям, верующим людям, чтобы кто-то сказал правду, а не врал, и не просто лживо там местописание перебирал под себя, оправдывая себя и там осуждая других. Они там говорят, вы не судите, хотя сами они судят между собой так, что там уши заворачиваются. Как они судят людей, как они жестко к ним относятся, что они с ними делают там в церквах. Так вот, интересно, что в этой ситуации это предельно важно. И вот, ваш в этом случае голос, это вы даже представить себе не можете, как он влияет и как он действует. И я думаю, как вот в книге Даниила написано, что последние дни некоторые люди усилятся и будут действовать, а голос некоторых не будет даже звучать. Вот вроде бы то, о ком мы говорили вот в этой программе, да, они должны звучать, у них влияние очень большое, но они как трусы просто сидят и говорят, мне Бог не сказал, мне Бог то, мне Бог все, они все прикрываются и не понимают, что Он же приведет их на суд, они же перед Ним там. Поэтому это по-настоящему по-христиански. Я лично и от всех наших зрителей просто благодарю, я уверен, что большая часть людей отреагирует на это, им это действительно очень важно, что кто-то говорит, это и есть заступничество, это и есть Христос, который заступается за людей вот таким образом посреди этой лжи. У меня вот последние вопросы. Что все-таки будет с Россией и с Украиной, ваше вот предвидение? Будет ли ядерная война или ядерные вот... я понимаю, что некоторых вещей нельзя знать, но просто мнение, как вот вы считаете, к чему нам готовиться? А вот как прокомментируете? Вообще, когда эта война началась вот в такой фазе жаркой, я много молился, и в молитвенном состоянии я много думал об этом. И понимая будущее своей страны, а будущее моей страны было, я уже сказал, если здесь происходит вот это царство лжи, то антихрист в определенное время он выступит именно вот с какой-то повесткой дня против Израиля. И у меня есть такое понимание. Так вот, это и будет война... Гог из Магога. Это может быть, то есть, это другая история, как бы, да. Это другая история, я сейчас, я не хочу об этом говорить сейчас, но смотрите, вот интересно, что Украина, которая в какой-то момент консолидации вот этой или мобилизации Советского Союза, который начал мобилизироваться, до 2014 года, кстати, это происходило, Украина сказала нет. И сказала, интересный момент, не через политиков, которые были в тот момент, скорее всего, очень сильно коррумпированы относительно России, а сказала нет через народ. Да. И вот это как раз является огромным чудом и доказательством того, что Бог делал все то, о чем мы говорим, Майдан, вот это вот сильное гражданское общество, которое встало. И вот Украина в лице народа сказала нет этой системе коммунистической, нет, вот этой системе антихриста. И тогда, вот, скажем так, все это перешло в горячую фазу. И Украина сегодня воюет не только территориально, она воюет за судьбу своей нации, чтобы народ или нация Украины, она не участвовала вот в этом позорном действовании, в проклятом действовании, которое будет однажды соделано против Израиля и против Бога. Поэтому это очень согласуется с, вот я тоже делился этим посланием про Гога и Магога. Понятно, Гог и Магог употребляется уже после тысячелетнего царства. И еще это то, что было когда-то. Но вот вопрос главный здесь, это то, что позиция верующих людей сегодня такова, что они говорят, это Бог допускает, значит, мы должны это принять. А что мы сделаем, как мы противостоим против Антихриста, если Бог допускает, чтобы он делал? А что мы сделаем, если Вавилонский царь идет и захватывает Израиль? Он тоже не мог ничего сделать. И вот тут обманка, то, что
то, что ты должен противостоять. Ты должен противостоять. Вот в этом-то и дело, что если ты не дашь этому Гогу и Магогу тебя захватить, потому что он прежде внутри, ты должен его победить, да, и внешне должен противостоять и высказать свою позицию, то тогда ты с ним потом не пойдешь против Бога, потому что идти против Израиля, он же идет против Бога там, и будет разбит в конце концов. И это и есть борьба против Антихриста внутри себя. Вот это главное. Во-первых, да. Во-первых, да. Вот, и смотрите, вот я в начале, ну еще это было за года 2 назад, я понимал, и я на карте прочертил эту черту или линию, которая будет отхвачена вот во время этой войны. И я показывал ее людям. И вот эта черта, которую я начертил, из-за которой кусок территории отойдет России, туда не Киев не входил, и вот как я прочертил ее, и когда происходили вот эти жаркие моменты, и я звонил там пастору с Киева, он говорил: Валер, все, Киев, ну все, никак, потому что здесь уже танки и так далее. Я говорил: послушай, я тебе просто вот говорю, вот если это не так, я все перечеркну, все свое видение. Киев не будет взят. Он говорит: это уже все уже в фазе такой. Я говорю: слушай меня, пожалуйста, я прям на повышенных тонах, я говорю: он не будет взят. И я ему чертил вот эту линию. Я говорю: помнишь, я тебе говорил? Я говорю: я в этом твердо убежден. И вот сейчас, Евгений, эта линия прочерчена. Вот да. Именно, когда вот я у него спрашиваю сейчас, он в Украине пастор, я говорю: вот видишь, что это исполнилось, вот эта линия прочерчена, она есть. И там нет Киева. И теперь, как бы, ну, скажем так, Россия продолжит делать то, что она делает, и сейчас вот это государство будет сделано, новое государство, и мы скоро его увидим. Вот. И у него незавидное будущее, я скажу. Незавидное будущее. А что может быть с ним? Оно расколется, что с ним? Или это будет Северная Корея? Нет, я не думаю так. Нет, я не думаю так. Я думаю, что оно отчасти в чем-то укрепится, но не для жизни людей, а для того, чтобы исполнить то, что оно должно исполнить. И вот когда мы говорим, вот я часто слышал, попущение Божье, это попущение Божье, на все воля Божья. Ну, я всегда говорил, это и козе понятно, на все воля Божья. Но ваше дело, священников, эту волю раскрывать народу. Это правда. Раскрывать ее. Потому что, допустим, да, воля Божья. И вот он, допустим, эту страну, он может предать как раз вот тем действиям Антихриста, которые здесь и происходят, оставить ее. И в этом воля Божья. Но посмотрите, как от этого же не отменяется природа того, кто действует вот в человеке вот сейчас, который обладает властью здесь. Дело в том, что да, на всю волю, и он это сделал. Если бы Бог этого не сделал, ничего бы не было. И вот эти вещи я понимал где-то с 2018 года. И как раз я понимал о том, что это незавидное будущее. Об этом моя горькая песня была. И мне все говорили, включая даже тех близких людей, они говорят: слушай, то, что ты говоришь, просто очень печально. А сейчас они смотрят на то, что я говорил. Я говорю: вы видите это? Они говорят: да, но нам сейчас страшнее, чем то, когда ты это говорил. Это происходит. И да, нас просто приучили ждать только счастливой жизни, процветания и всего остального. И получается, что люди даже не реагируют на то, что может быть, да, на самом деле. Они хотят верить только в какие-то только благополучные вещи. Да. А ядерная война, что с ней? Я убежден, что никакой ядерной войны не будет. И на основании здравого смысла и Писания в том числе. И могу это, скажем так, как коротко доказать, если так в эфирное время еще позволяет. Да, пожалуйста. Во-первых, здравый смысл лежит в том, что, еще раз повторяю, эти люди, которые сейчас стоят в коридорах власти или во власти Божьей, они отстраивают новую страну. То есть они находятся в стадии строительства. Те люди, которые строят новый дом, они психологически не готовы к разрухе, в том числе и своего дома, который они строят. Потому что для них важно отстроить его и действовать дальше. По этой причине они не будут этого делать. Во-вторых, когда мы говорим о какой-то ядерной войне или ядерном ударе, они понимают, что это вызовет, скажем так, эффект камня, который падает, или эффект выстрела в горах, где сходят лавины и камнепад. И все это понимают, и поэтому понимают, один выстрел... Это и к ним прилетит тоже. Совершенно верно.
Это во-вторых. В-третьих, они понимают это. В-третьих, допустим, скорее всего, у них еще не закончились, ну, скажем так, козыря такие. И, допустим, Да. вот, ну, в этой стране, ну, там, может производиться бомба там 3 тонны, 5 тонн. И посчитайте, пожалуйста, допустим, если сбросить 5 таких бомб, то это получится одна Хиросима. И, как правило, как бы это козырь, который еще до ядерного удара есть. И, конечно, это вызовет потрясение страны. Я нисколечко этого не ожидаю и так далее, но он есть. Он есть. И если это произойдет, тогда можно говорить уже о каком-то риске. И в-четвертых, я уже так сокращусь. Евгений, смотрите, вот ядерная война, она закончит все, да, вот всю историю человечества, в принципе. Но по большому счету, ну, в общем-то, да. все сгорит. Да. И, понимаете, я понимаю, что есть пророчество в Писании, где Бог обещает, что Он будет судить эту землю огнем сам лично. И лично, своими руками. И для этого ему ядерные ракеты ни Путина, ни Америки не нужны. У него достаточно средств для этого. Поэтому сейчас Путин играет в Бога. Он пытается играть в Бога. Типа, я все сожгу. И вот это и так выглядит. Ну, я думаю, что есть какая-то игра, чтобы на нервы ударить и так далее. Но смотрите, вот это очень важная вещь. Бог, я вот так скажу, Бог, исходя из Писания, Он не даст этого сделать, даже если этого захочет Путин. Да. Доказательство скажу следующее. Это в Бытие написано, что однажды Бог, потопивший землю, Он сделал это собственными руками. Это не кран где-то закрыли, не люди где-то там построили, значит, какую-то плотину, она вот рухнула и все залила здесь. Вот. Или еще какие-то вещи. Пробурили землю, и вот оттуда вода потекла, и так потекла, что все затопило. Он это сделал собственными руками. И он сказал, как однажды это было сделано водой, руками Божьими, так закончится история этой земли также через руки Божьи, только огнем. И это будет его суд. И для этого ему никто не нужен совершенно. Ни Путин, ни так далее. Никакой человек, даже если он сильно захочет нажать кнопку, он этого не сможет сделать по причине пророческого слова, которое было произнесено. И этому не будет позволено. Сам Бог это сделает. И тогда будет положен конец. По этой причине я еще могу сказать две-три мысли, но, наверное, достаточно этого. По этой причине я убежден, что этого не будет. Я с вами солидарен, да. Я тоже так думаю. Но в конце, как можно обратиться к россиянам, к русским и потом к украинцам? Вот что бы вы сказали? Ну, наверное, если с россиян начать, то, я не знаю, как дальше пойдет, и там посадят меня или получится, скажем так, не убежать, а именно уехать церковью. Я не бегу никуда. То я хочу сказать вот тем врагам, вот те, кто ненавидят меня, те, кто прессовали меня все это время, там, преследовали, я на них зла не держу совершенно вообще. Просто у меня спокойно, и просто я, вот, что называется, к ним вот с хорошими душевными чувствами. Как бы ни было, они враги мои, и между нами просто никогда не будет ничего общего, но я на них не обижаюсь. И, в общем-то, от всего сердца благословляю и не просто желаю покаяния, а хочу обратиться к ним и сказать, что, пожалуйста, подумайте о том, вот, что говорит Писание, может быть, те, кто смотреть будут это видео. И, пожалуйста, вникните, это не игра. На вашем кону стоит вечность, вот ваша жизнь. И не играйте своей жизнью. Вот. А к верующим, Евгений, я не знаю, к российским верующим у меня одно пожелание, наверное, у меня такое, можно сейчас вот то, что есть же, правильно? Вот не то, что какое-то высокопарное, а вот прям желание сейчас, да, вот какое-то. Наверное, я хочу попросить вас, пожалуйста, российские верующие, не пишите ко мне, не звоните ко мне, вот, и не общайтесь со мной, потому что все уже, поезд ушел, и, в общем-то, у меня просто нет ни сил, ни желания этого делать. И вот если у вас есть эта любовь Божья, о которой вы говорите там и так далее, вот прям любовь Божья будет явлена ко мне. Дайте мне спокойно исполнить то, что я должен сделать. Называйте это как хотите, там, сумасшествием и так далее. Дайте мне сделать, пожалуйста, не пишите ко мне больше ничего и не звоните ко мне, пожалуйста. Вот не принуждайте меня к любви и к вашей вере. Вот у меня единственное вот такое желание. Вот живите своей жизнью. Вот, а к украинцам, я, в принципе, был с вами и до 2014 года был с Украиной, и в 2014 году.
всегда поддерживал, всегда говорил вот о своей позиции. Я не скрывал. В любом случае это меня никак не оправдывает. Мне очень стыдно перед вами. В любом случае мне очень стыдно. Очень. И мне больно. Потому что я не смог удержать это здесь. Я не знаю, мне просто вот за позицию я не могу просить прощения, потому что я был изначально в ней, но я с этим не справился. Я понимаю, что за моим не справился, стоят кровь, слезы, вот то, что я слышу сейчас. То, в чем я живу сейчас. Это было очень больно для нашей семьи. Очень. Мы просто от бессилия больше. Мы не могли ничего сделать. И тогда, когда гнобили этот народ, в котором я был, как-то хотя бы, по делам нам, как говорится, но простите за то, что, мы не смогли удержать этого. Вот мы делали все, я могу отчитаться за это, но это не является оправданием. Как для пастора, как для человека, который вот все это исповедовал вот сейчас, вот я говорил, это не является никаким вот моментом, который меня вот оправдывает. Поэтому простите, и все, что я сделал, как я сказал пастору, вот те, кто знает с Украины меня, я сказал последнее, что я сделаю, это рывок вот этой церкви. Чтобы услышал мир, чтобы, я не знаю, какое-то действие, просто вот, чтобы хотя бы они хоть чуть-чуть прекратили свои действия делать. Хотя бы чуть-чуть, хотя бы на полшага сдали назад. Я знаю, что этот поезд я не остановлю, но хотя бы на полшага, хотя бы чуть-чуть снизился градус в этой войне. Я сказал это, я сделал это, дождался, пока церковь будет немножко к этому приготовлена, и все, у меня нечем больше крыть, и, в общем, все вот это я сделал, просто простите, и больше я не знаю, что сказать просто. Этого, я думаю, достаточно. Спасибо вам за позицию, потому что, она не только важна России, но украинцам она тоже очень важна. Потому что, я думаю, что вы и есть настоящая Россия. Та, которая, скажем, еще жива. Таких людей немного, как я наблюдаю. Возможно, они есть по местам и боятся высказаться. Но это очень важно. Это очень важно. Я благодарю вас, что это очень важно. И для украинцев в том числе. Потому что украинцы смотрят и думают, все сошли с ума, просто вся Россия сошла с ума, и нет нормальных людей. Но вы доказываете, что есть люди Божьи, и это настоящая позиция. Поэтому мы все будем молиться, не просто молиться, а молиться, чтобы Господь показал пути. И ведь Христос когда-то Израилю сказал, остается дом вам ваш пуст. То есть и вышел. Да? И это такой момент, что это действительно такой, Бог может вести вас в этом, да. Поэтому мы молимся, мы с вами, и просто будем верить, что, как написано, Господь выводит остаток, поэтому будем надеяться и полагаться на Него. Я благодарю вас за это время, за открытость, смелость и то, что вы поделились. Я верю, это очень важно. Поэтому мы с вами. Мы с вами. Спасибо, Евгений. Спасибо всем, кто поддерживал. Спасибо. Друзья, вот такое вот интервью. Сначала я брал интервью, плакал, сейчас вместе с вами смотрю, плачу. Спасибо большое, Валерий. С нами был Валерий Марков, церковь Дом Отца из Орска. Очень много отзывов, очень много откликов людей, которых это касается. Спасибо. Мы разместим ссылку на сайт, на YouTube канал. Пусть Господь просто укрепит всех наших дорогих верующих в этой церкви, в этом служении. Нам вы очень важны
друзья, мы благодарим вас за вашу позицию, за вашу смелость. И я не знаю, чем это закончится. Я знаю, чем это может закончиться. И надеюсь на хороший исход. Друзья, распространите это видео. Пусть оно распространится. И если вы знаете какие-то выходы, каналы, кому предложить, и кто может каким-то образом поучаствовать и помочь этим людям, скажем так, в том, потому что на кону жизни, да, этих людей. Поэтому давайте будем молиться. Если вы можете поддержать финансово это собрание, то мы также разместим реквизиты, запросим, разместим реквизиты, чтобы была помощь для собрания, для церкви. И также, если есть какие-то правозащитники, какие-то люди, которые могут посоветовать, порекомендовать, свяжитесь обязательно. Либо напишите мне, либо напишите напрямую Валерию. Вы можете его найти свободно в Фейсбуке, набрать Валерий Марков, и вы можете также перейти и набрать мысли Юродивого, и этот YouTube канал также у вас высветится. Спасибо, у нас такое прямо практически рекордное количество человек смотрит. Я, друзья, прошу, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, потому что таким образом продвигается в YouTube видео. Это не только мы себя как-то продвигаем, но я больше чем уверен, то, что звучало, я вам скажу, от российских служителей, такого я не слышал. Я слышал другое, даже, тоже многие хорошие слова и мысли, но вот так откровенно за Украину, таких просто нет. Поэтому это, друзья, думаю, будущее России. Дай Бог, чтобы все были здоровы, живы, и чтобы... Это один дух, это Дух Христов в этом случае. Поэтому спасибо. Спасибо. Вы поняли, что надо делать и как реагировать, поэтому благодарю вас за то, что вы делитесь и распространяете это видео. Хорошо, давайте тогда перейдем к следующему нашему герою, Алексу Штейнгарту. Мы с ним будем разговаривать на тему, спасены ли верующие России. Я понимаю, что верующие России... Кстати, я хочу отметить сестру нашу, тоже, которая живет в России, под никнеймом «Кукольный хирург». Наталья, я всегда читаю, и спасибо, что вы всегда поддерживаете и тоже плачете за Украину и за правду в этом случае. И еще есть несколько настоящих российских людей, благословенных, которые тоже стоят вместе за Христа. На самом деле мы стоим за Христа. Удивляет на самом деле вот такая позиция. Вроде бы такая позиция должна быть у всех пасторов в России, но, к сожалению, эти все остальные пастора из России очень далеки от Бога, Давайте включим нашего Алекса Штейнгарта и поговорим как раз, насколько они далеки. Есть ли какой-то шанс у этих людей, Лукьяновых, и Голиковых и всех остальных, которые лицемерят подряд все вместе, говорят, мы вне политики, хотя просто политические столбы просто у них в головах. И да, можно включать. Здравствуйте, Алекс. Привет. Я сегодня, прошу прощения, я не знаю. Да, не дома, поэтому ли не тебя? знаю, да, хорошо ли меня видно и слышно. Вот. Но, к сожалению, тебя всегда хорошо видно и слышно. Да, я тоже это сожалею. Вот так вот. Ну что, Саша, давай начнем с того, что прокомментируешь, что ты думаешь по поводу услышанного, какие твои мысли, потом мы перейдем к теме дальше, которую мы озаглавили. Да, было, тоже глубоко тронуло меня это, и это было интересно, потому что ты думаешь, всегда вспоминаешь, что Бог сохраняет себе остаток. Да. Но ты понимаешь, что этот остаток берется не потому, что Бог
решает, ну давайте я этих возьму остаток, а этот не возьму. Есть предпосылки, почему Бог определяет себе остаток. И этот остаток определяется самим остатком, понимаешь? Его путем. Его путем. То есть ты можешь, знаешь, как вот широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и узкие врата, ну, не знаю, и немногие находят. То есть если человек не идет путем из поиска узкого пути, осознавая, что если ты живешь по течению автоматически, ты идешь по широкому пути. То есть ты просто идешь, а узкий надо идти. И когда человек выбирает себе идти узким путем, я думаю, он попадает в эту категорию этого остатка. Потому что это то же самое, как мудрые девы. Да. У них было что-то, все подверглись искушению и уснули, но у них осталось что-то, остаток вот этот остался дополнительный, который они могли проявить, понимаешь? И я думаю, это, знаешь, это как Каин и Авель. Они оба принесли жертву. Они оба принесли жертву, и их путь определил. Их путь определил, вот примет Бог эту жертву или нет. Вот, поэтому это, знаешь, такое больше ободряющее слово, что если есть вот такие люди, которые поднимают свой голос, если есть вот этот остаток, то ты понимаешь, что они не просто стали вот такими, потому что Бог решил, что эти люди будут такими, а потому что они до этого уже жили определенным образом. Это то же самое, знаешь, как спрашивают всегда, что такое пророк, чем его отличает от непророка и так далее, как определить. И вот многие определяют это лукьяновыми там похождениями на небесах, вот этих вот вещей. А Джон Пол Джексон очень классно сказал, это определяется пророческим образом жизни. То есть каким-то образом это часть жизни, это образ жизни. Так и тут. Если люди жили таким образом жизни, понимая правду и понимая, что за правду нужно будет заплатить цену, и шли путем подготовки себя к тому, что однажды эта цена будет заплачена, то они принимают морально правильные решения легко, будучи научены до этого, морально себя готовят, понимаешь? То есть вот оно христианство. Ты знаешь, интересный вот момент, ты как раз об этом говоришь, это то, что, ну вот пастор Валерий говорил вот такие слова. Он говорит, если вы меня вот так отторгаете и не принимаете всего того, что я говорю, значит мы вместе все выходим от вас. И это пророческое действие. Да. И вот я подумал, помнишь, когда Христос посылал учеников, он говорит, входите в дома и говорите шалом, да, мир вам. Да, если этот дом достоин будет, он примет вас, а если нет, выйдете, отряхнете ноги и пойдете дальше. То есть, значит, недостоин этот дом, понимаешь, да? Значит, и вот такие люди вот сейчас, да, это на вес золота. Ведь, да, есть, очевидно, люди, голос их не слышен, они там не публичные, да и их голос тоже не слышали. Пренебрегали постоянно, понимаешь? Там приезжал Лукьянов, приезжал еще кто-то с шариками в одном месте, понимаешь, да? И он противостоял, он говорит, послушайте, давайте поговорим об этом. Еще тогда, понимаешь, да? И они все... Нет, ну ты же не популярный, уйди от нас, ты не популярный. А вот это популярный, как это? Бог же, он тоже популярный. Вот, пожалуйста, и это тоже популярная штука. Поэтому вот этот момент, потому остается дом вам ваш пуст. Вот сегодня я ходил по Иерусалиму с братьями и сестрами. И был там в том месте, ты тоже когда-то там был, это церковь слезы, это Доминус Флевит, это... Церковь Божьей слезы, где Христос оплакивал Иерусалим. И он как раз там говорил, Иерусалим, Иерусалим, побивающий пророков, да, что хотел я вас собрать, как птица птенцов, но вы не восхотели, и потому остается дом вам ваш пуст. Помнишь, доколе не увидите, не воскликните, благословен гряды во имя Господне. То есть, есть надежда, да, очевидно, есть надежда. То есть, последнее слово за Богом. Бог знает, что должно там происходить с этим народом. Но в целом, вот этот момент выхода и ухода настоящих верующих людей, потому что я считаю, это настоящие верующие люди. И то, что их заставляют сейчас в России, их гнобят, их считают, что они какие-то придурки, что они там какие-то, понимаешь, да,
там какие-то, вы что, не можете жить нормальной жизнью? Я знаю этих верующих, понимаешь, да, которые верующие, крупные, их показывают по телевизору, они там все выступают, подбирают эти местописания, там слагают эти проповеди, а сами, когда видят, когда христианин настоящий терпит какие-то гонения, понимаешь, да, они говорят, да он юродивый, он просто придурок, он просто не понимает жизнь, ведь жизнь же всяк строится под нас, мы же ради чего живем, чтобы Бог нам только давал благословения, новую машину, еще более лучшую квартиру, еще бы вот это, налей, папочка, налей, больше и больше и больше для нас, ну и все, понимаешь, да, то есть я имею в виду, вот, когда они смотрят на человека, который готов за убеждение пойти в тюрьму, они говорят, ну он точно придурок, ну то есть он точно ненормальный. Вы что, не читаете Библию, что ли? Вы что, не понимаете, как Иерусалим побивал пророков? Вы этого не читаете? Ну, это было когда-то, мы даже не интересуемся этим, потому что папочка сегодня налей. Понимаешь, да? Вот тебе и христианство, вот тебе и эти люди, которых как раз... Да. Так можно которых ты как раз недавно поколебал там их состояние мира. Я расскажу, да. И понимаешь, тогда получается, что вот эта ситуация, которая проявила их вот так, это не значит, что люди вдруг шли и ошиблись. Это не значит, что они шли таким путем, который привел их к этим выводам. А это значит, что когда какие-то люди раньше не замечали этого пути, это значит, что они мыслят так же. Знаешь, как они мыслят так же. И если бы война не пришла в сторону Украины, то многие в Украине мыслили бы так же, потому что они их слушали. И Голикову, и других. И им нравилось, потому что они что-то давали. Но сегодня, когда можно увидеть этот путь, можно себе сказать вопрос, почему я это слушал? Я себе задал вопрос, почему мне нравились какие-то вещи. Потому что сегодня я пришел к тому, что люди сделали заявление, ряд людей, которых я очень уважительно к ним относился. И это тоже поколебало мой мир. И это тоже я себе спрашиваю тогда, почему мне это все нравилось. Я восхищался этими вещами, когда это была жизнь таким образом, которая не привела их к тому, чтобы в нужный момент оказаться правдивыми. Понимаешь? И поэтому это очень классное переосмысление пути. И опять снова и снова отсыл к тому, что вышли ли мы из этого Вавилона, или он еще продолжает нас подцепливать где-то, понимаешь? Ну вот Энди Кен пишет, упиваются вином блудодеяния. Можно вывести вот чуть выше, чтобы все увидели? То есть точно, папочка, налей, это может быть вино блудодеяния. Да-да. Понимаешь? Это интересно, что я немножко подцепил Лукьянова. Я даже не ожидал, что он ответил. И настолько подцепил, что он даже про меня попроповедовал. То есть я стал известным человеком наконец. Да, но он не назвал тебя, конечно, по имени, но да, в этом было очень ясно, надо было назвать, что ты как язва какая-то ему. Потому что я буду называть. Мне не страшно. Знаешь, почему они все, да, играют в эти игры, продолжают играть. Мы не будем называть. Мы каким-то одним верующим я переписывался, да, как он рассказал. Это знаешь, почему он не назвал? Потому что народ по моей фамилии будет искать и натыкаться на мои вещи и на наши с тобой, того, что мы говорим про них, понимаешь? Да. И, возможно, у людей включится правда. Ну, то, что он там завернул по-своему, у меня к нему появилось, это два брата, знаешь, один Шарик, а другой Мишка Гамми. Понимаешь, вот так вот как-то я их прозвал. И Шарику я тоже написал. Я ему тоже написал, говорю, может, пора вытащить уже Шарик и говорить правду. Он, Лукьянов, один из них, типа мне благословил меня. Я ему сказал, что мне твое благословение не надо, оно пустое. Слушай, какие они миролюбивые, они просто Иисус Христос. Знаешь, говорю, Мишка Гамми, такой няшный. Да, они такие прямо, такие прямо... Саш, я чуть-чуть это самое, может, я опережаю, но я же смотрел этот отрывок, ты знаешь, вот он ведет себя очень, конечно, высокомерно, ну, то есть ну, понятно, он не видит тебя, не знает, скажем так, но он такое отношение у него во время проповеди, он, применяя вот эти все нарративы свои по отношению к тебе,
он учит свою церковь, как им правильно реагировать на таких болванов и таких оборванцев, которые там хотят разбить его мир, хотят то все, и он так, вот вы понимаете, нам надо вот реагировать вот так, потому что настоящий верующий вот такой, он типа намного выше всех остальных. То есть он, очевидно, я увидел, что он выше тебя на несколько голов. Не зная тебя. Хотя он мне всегда писал, ну ты же выше, ты же круче, он мне всегда, ну, знаешь, как вот в этой... И я не стеснялся в словах, я ему написал, что ты лицемер, и ты обманщик. И это лицемерно, это лукаво, и так верующий не должен поступать, потому что тебе доверяли люди с Украины, они ждали твоей реакции, ты не отреагировал никак. И уже ж личная переписка, уже знаешь, что, ну, глупости пишет, явно, я же могу это использовать, оно уже у меня сохранилось. Но знаешь, что меня удивило, вот сильно удивило? Ну, можно было хотя бы сейчас написать хоть одно слово, что я сожалею то, что вам приходится проходить. Вот просто выразить сострадание и сочувствие. Все равно его нету, все равно эти кремлевские нарративы о том, что Украина вместе с Россией одинаково, это они вдвоем войну там сделали и так далее. И он вне политики и так далее, понимаешь? Все равно это. И вообще ни одной идеи в том, что он сожалеет, что украинцам приходится переживать вот такое, ну, такие вот вещи. И все время, и вот так вот, я говорю, ну скажи прямо, вот напиши мне прямо. Пускай твое да будет да, а нет будет нет. И он мне начинает петь песни про Титаник. Да, в этой ситуации он даже, понимаешь, на собрании ничего об этом не сказал. Он, главное, разбирал, как правильно работать с хейтерами. Да, во-первых, ты должен быть в мире, во-вторых, ты должен показывать внешне, что ты его любишь. Да, ему еще не и ты должен до конца, до конца давать возможность, да, он должен давать возможность тебе выговориться и все равно быть над тобой, все равно он над тобой, понимаешь, да, и вот там дает целую проповедь, да, я просто думаю, о чем бы он проповедовал, если бы этого прецедента не было, да. Чтобы ну а как вообще сама идея сводить счеты с кем-то, используя кафедру? Ну, это излюбленный грех пасторов. Служители это. Они-то, понимаешь, большая часть пасторов это же неудачники. Это неудачники полные. И внутри эти неудачники, они просто, ну, они такие же, как мы, неудачники, понимаешь, да? Это как Кальвин когда-то сказал, или Кальвин, да? Один его называют Кальвин, другие Кальвин, чисто по-французски. Но в любом случае мы знаем, о ком мы говорим. Но вот, понимаешь, вопрос в чем? Он говорит, что настоящие верующие люди это неудачники, которых Христос спас. Чего ж ты пришел к Богу, если, понимаешь, да, это была какая-то неудача, да, в любом случае. И не признавать этого, это лукавить или лицемерить. Понимаешь? А сегодня все эти люди кого-то из себя строят, то есть они добились, чего они добились? Они добились вот этого, что им дали микрофоны, какая-то часть людей, кстати, хотелось бы увидеть, какая часть людей там их слушает. Понимаешь, да? А то такое дело, они воображают и рассказывают нам о том, что плоды это много людей, а может быть там и плодов таких нет, которыми они там хвалятся. Так вот, понимаешь, вопрос в чем? Но это не важно, понимаешь, да? Но по какой-то причине жизненно они думают, что они выше всех остальных. Просто потому, что это вот так. И они могут вот так вот это вот все преподносить, понимаешь, да? И, к сожалению, но это показатель духовности этих людей. Понимаешь, да, и они говорят, и они рассказывают о том, что это мы, там, украинцы или кто-то еще сейчас там верещим, кричим и ведем себя неправильно, понимаешь, да, вот это не суди, не делай того, не делай сего, а в итоге мы с тобой видим вот эту картину, что на самом деле из них вылазит как с обычного человека, как со всех остальных, понимаешь, да, так это их еще не прижало, это их еще не, понимаешь, да, их не бомбят там каждый день, да. И родственников, родных, ничего с ними не происходит, понимаешь, да? То есть, так если просто какой-то человечек, да, с тобой поговорил и тебя вывел на вот эти, и ты уже там рассказываешь, как там, что происходит, и скрываешь свои истинные чувства и переживания, ну это же лицемерие, ну сколько можно в это играть еще? Ну это же будет разбито. Ну, скоро, если честно, я вообще не собирался ему ничего
как бы с ним вести беседу, потому что там не с кем говорить. Просто он отозвался. Я же написал ему давно. И, ну, написал давно. Просто он отозвался. Но я ему... Да. И я подумал, что если ты уже здесь, и ты читаешь, тогда я тебе напишу. Вот так вот. Ну и он решил полемизировать со мной. Но самое главное, что Мишка сдулся в конце сразу же, потому что он начал, ну, очень глупые, низкопробные шуточки отпускать, понимаешь? Ты там не лопнул, мне говорит. Знаешь, ну типа я так разозлился. Он, видимо, я же говорю, ты ж пророк, ты должен знать, как я себя чувствую. Где твоя сила? Ты же заявляешь, что ты там все это. Где все это? Покажи мне. Да, это он как раз и озвучивал. Опускается до этого уровня вот таких, ну, шуточек саркастичных, ну, низких. И рад этому. Ему это нравится. Не, ну нам я ему говорю, что украинцам не до шуток. Вот ты шутишь так, а украинцам под обстрелом сейчас не до шуток до твоих. Да, есть, его это, видишь, не интересует. Если его это интересовало, то он бы вел бы себя совсем по-другому. А ты посмотри, вот что он прячется просто за всем этим. Ну ладно, хорошо. А что ты прокомментируешь в отношении вот этих всех, вот этих, скажем... Да, вот этого названия «Верующие России», они я спасены. Хотел бы процитировать текст из Писания. Единственное, что я попрошу тебя, чтобы ты его открыл, потому что из-за того, что я не дома, он у меня на телефоне, а с телефона я в эфире. Это Евреям 3 глава, 7, 8, 9, 10 стих. Если ты бы зачитал, мы бы его просто... Я его, ну, А ты что, его на память не помнишь, что ли? Пропал? Да, мне звонили. О, хорошо, он восстанавливается. Я так и знал, что обязательно кто-то позвонит. И это при том, что я отключил вроде телефон. Еще раз, 7 глава Евреям? Нет, 3 глава Евреям. 3 глава Евреям? Угу. Какой? Ой, у меня там картинка, все поздвигалось. Ну, я думаю, меня видно. Ничего, все тебя видно, все нормально, не обращай внимания. Мы тебя красиво держим, да. Давай, 3 глава, 7 стих. Ну, 8, 9, 10. 8, 9, 10. Да. Ну, давай 7 я тоже прочту. Почему? Да. Как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих, посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, доколе говорится ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вошедшие, но не все вышедшие из Египта с Моисеем, да? Очень первая мысль, это то, что, оказывается, можно услышать голос сердца Господа, голос Духа Святого и ожесточить. И знаешь, если Писание говорит, и это Новый Завет, это же не Ветхий Завет, хотя они цитируют Ветхий Завет и события Ветхого Завета, все равно это Новый Завет, который говорит, что если, ну, что у вас есть возможность ожесточиться, когда вы слышите голос Бога. И знаешь, для многих россиян голос Бога — это крик о помощи украинцам. Это голос Бога сегодня, понимаешь, который говорит: когда я был наг, и вы меня не одели, был в темнице, вы меня не посетили, понимаешь? То есть сегодня голос Божий — это побиваемые, пускай даже грешные, которые верующие, может быть, не намного лучше там каких-то, но это голос Бога, который к ним, и они ожесточили сердца. И Бог говорит причину, потому что они постоянно так, у них не произошло изменений внутри. Вот и все. Поэтому спасена ли вот такая община? Вот вопрос. Тут мы с сыном ехали сегодня или вчера, мы долго ехали, часов 7 вместе, и мы размышляли о том, что
Он склоняется к идее, что человек, скорее всего, может быть спасенным, но вот не пошел по пути дальше изменений. Я тоже с ним согласен. Некоторые вообще, наверное, не соприкоснулись с Христом, просто на эмоциональном уровне пришли. Но те, которые пасторы, когда-то они и плакали перед Богом, и давали обеты, и посвящали себя, знаешь, как бы, и читали Библию, это их касалось. А вот почему они не пошли дальше, вот это уже вопрос, поэтому куда они зашли. Вот. Но самое главное, ныне, когда услышите голос его, не ожесточите сердец. Они ж потому и учат не слышать голос ближнего, понимаешь? Вот чтобы не слышать его, им надо слышать голос какого-то в их представлении Бога, который часто по факту оказывается каким-то фейком, понимаешь? Вместо того, чтобы услышать Бога в голосе ближнего, который рядом с тобой и который говорит к тебе все время, и который 8 месяцев тебе пытается что-то сказать, понимаешь? И непрестанно заблуждается сердце. Ты знаешь, вот эту примерно похожую мысль я поймал последнее вот собрание в четверг. Я говорил о праздниках, еврейских праздниках и праздниках Господних, для чего их Бог давал. Там есть много очень хороших мыслей, некоторые я повторяю, некоторые по-новому как-то предстают. Но вот этот момент, то, что Бог дает повеление в пустыне, как только их вывел из Египта. И вот что они переживали в Египте, там же был суд над фараоном, да, и мы видим, что самый главный образ ожесточения, о котором вот говорится, это фараон, потому что фараон ожесточил свое сердце, да, там типа Бог там допустил ожесточить, там и Бог ожесточил, написано Бог ожесточил, да, ну понятно, что Бог в этом случае делает, это то, что он допускает это ожесточение в сердце человека. Но хотя мы видим, многократно Бог стучится и не сразу выводит евреев из Египта. Ты посмотри, он говорит, я пошлю тебя, Моисей, но тебе заранее говорю, он тебя не послушает. Помнишь, да, вот этот момент, он тебя не послушает. Да, вот то же самое. Понимаешь, да, и с каждым разом, я даже наблюдаю вот эту ситуацию с Путиным, как ожесточается еще больше его сердце. Он же, понимаешь, он не смягчается. Он не то, что раз и может отступить, он уже не может отступить, он уже не повернет назад. Вот этот момент, если бы в этой ситуации он красиво мог сделать то, красиво мог, он не может. Он уже зашел, это точка невозврата, он пойдет до конца, пока не разрушится, как Гитлер. То есть он пойдет, почему? Потому что это закон сердца. Он его ожесточил, происходит, да, там кровь, мухи, там язвы, то, сё, и он с каждым разом еще больше ожесточается, еще больше. И понимаешь, этот главный момент противостояния. И я думаю, что вот украинцы сейчас, да, и мы все, потому что мы все сейчас украинцы, вот в чем дело. Мы должны понимать, что это тяжба, которую ведет Моисей с фараоном, это вот эта борьба, на которую Бог ведет человека, понимаешь, да? То есть это борьба, на которую Бог ведет Моисея. Моисей, он говорит, понимаешь, там есть такой момент, к какому-то моменту переговоры начались, да, вот эти переговоры между Моисеем и фараоном. И где фараон говорит, ну хорошо, говорит, хорошо. Пусть только мужчины уйдут, помнишь, да? Оставят детей. Да, начинает условия. Каждый раз он ставит условия. Вот я подумал, так подожди, это какой результат? Это же результат, смотри, мы договорились. Мужики могут уйти, кинуть женщин и детей. Понимаешь, да? А Бог говорит, подожди, свобода, которую я тебе даю, это не то, что ты выбираешь, это то, что я тебе даю. Бейся до конца. Как я сказал, это не вопрос тебя, который ты решил освободиться. Это вопрос, что ты мой сын. И я говорю тебе, я освобождаю тебя. Ты должен пройти этот путь и победить этого фараона. И поэтому эти бомбы и все остальное, это уже не вопрос. Мы все умерли, уже все. Уже нас не убить. Понимаешь, да? И мы воскресаем через то, что мы понимаем, что нам нужно добиться этой свободы. И этот фараон должен погибнуть. То есть, я имею в виду, он сам, понимаешь, да? И там же была мобилизация тоже. Он мобилизировал своих людей для того, чтобы они побежали за евреями. И написано, вся мобилизация
утонула в этом самом, в Красном море. Понимаешь, да? То есть это он идет туда и погибнет, и поволочет всю мобилизацию туда. Только те, которые избегут мобилизации, останутся в живых. Понимаешь? Потому что это и есть вот это Красное море в крови, в которой они все искупаются. Понимаешь, да? То есть это очевидно. И те Лукьяновы, и все эти Дериенки, которые рассказывают, что они молятся и молились за мобилизацию и все остальное, они просто с ожесточенными сердцами, как у фараона, ничего не вижу, ничего не слышу, толкают народ на то, чтобы они в Красном море утопли. Чтобы они просто утопли, понимаешь, да? А потом они будут, как зайцы, говорить, а мы не говорили ничего, а мы вас ни на что не толкали. Понимаешь, да? И не несут ответственность ни за что. Они просто будут стоять, наблюдать. Да, они да. И поэтому... из этого. Поток да, а они останутся строить свои структуры. И они как лидеры стоят и просто вот говорят. И еще один момент. Это, понимаешь, каждый раз во всякой стычке и конфликте проверяется наша вера вот в чем. В том, что, понимаешь, было-то несколько богов. У Египта было много богов. И один из богов это фараон. Фараон был бог, которому поклонялись, понимаешь, да? И был другой бог, да, с Моисеем, который толкал его на эти все штуки, на которые он толкал. И это интересно, что, понимаешь, вот этот, то есть они столкнулись, это суд, Бог допускает ожесточение этого фараона для того, чтобы его судить, понимаешь, да, он сам придет в это. И вот этот момент интересный, что, понимаешь, можно стоять, и вот как сегодня люди, не определившиеся, они вот так смотрят по сторонам и говорят, ну вроде и эти пастора говорят, что они с Богом, и эти пастора говорят, что они с Богом. Кто же вообще с Богом? Все что-то говорят, и все молятся каким-то богам, и все остальное. Так это будет видно, кто в какого Бога верит, потому что будет видно, кто потонет в Красном море. Может, это часть процесса, который описан, что и снова будет видна разница между служащим Богу и неслужащим, потому что мы-то автоматически считали, что все христиане служат Богу, да, мы там как бы вот, а тут в этой ситуации мы понимаем, что это не вопрос о верующих и неверующих, а вопрос, что внутри веры будет проведена черта, будет разница, что станет видно, на самом деле люди служат и кто не служит. Да, да, это правда, это так прочитать. Конечно, и этот, понимаешь, этот момент, он всегда будет, то есть, ну, читать Библию и так теорию какую-то развивать, это одно, а когда на практике ты становишься в конфронтации, когда тебе предлагают стиль мышления, там, вот этот, там, лукьяновский, который там ходит по небесам и все остальное, понимаешь, да, вот, когда Голикова там, я не знаю, делает просто какие-то мистическо-шаманские штуки, да, и ты так смотришь и думаешь, ну, вроде же такой, ты посмотри, сколько людей идет за ними, понимаешь, да, как они реагируют, и, конечно же, люди в недоумении, то есть людям легче вот как-то вот на это вот таким образом посмотреть и этому следовать. Это вот такой очень интересный момент, что фараон, он уже обречен, он все равно будет продолжать ожесточаться. Ну и с ним обречены те, кто идут этим путем. Да, потому что распространяется ожесточение то же самое. И поэтому, сколько ты не пытайся до Лукьянова достучаться, он не слышит. Вот в чем дело. Да, потому что сердце закрылось, оно ожесточено. И тут, конечно, не мы решаем вопрос спасения, это очевидно. Это знаешь как, вот он ходит среди церквей. Вот в одной церкви он говорит, там умер свидетель мой верный Антипа, помнишь, да, и там престол сатаны. А в другом случае они просто ешь, пей, веселись, сидят богатые, все такое, понимаешь, да. И он еще, написано, стоит и стучит, доколе они откроют. Есть шанс, конечно, он будет продолжать это делать, но это вообще, это не факт, что они откроют, вот в чем дело. Да, поэтому вопрос мы не пересуживаем в том плане, будут они спасены или не будут, но вопрос поставить этот нужно, потому что мы его ставим себе. Да. Мы его ставим себе, да. Потому что, прежде всего мы думаем о себе в этом случае, да.
Вот и все. Так что вот так. Ну, вот такие Да. были у меня сегодня мысли, Жень. Так что... Саш, спасибо большое, что несмотря на то, что ты где-то, да, где-то в другом месте и без микрофона, да, и без ну, получилось. Главное, что получилось. Получилось, да, получилось. Спасибо большое. Господь да благословит тебя. Да, да. А мы сейчас, да, тебя выключим. Друзья, поставьте лайк Алексу Штейнгарту, поделитесь этим эфиром и подпишитесь. Нас смотрят единовременно, ну, смотрело сегодня вообще больше 400 людей. Это единовременно, это большой результат для нас, по крайней мере. Спасибо вам за поддержку. Ну, давайте, знаете, мы выставляли, я хочу сейчас посмотреть, перед тем, как мы пригласим Андрея Шведа, нашего эксперта. Вот у нас такая фантомная церковь и церковные призраки, да, и мы видим из Вия, вот из старого нашего, еще советского фильма, где он столкнулся с фантомными церковными призраками. Давайте позовем Андрея Шведа, и он нам растолкует, о чем идет речь. Здравствуйте, здравствуйте. Шалом, шалом, Иерушалаим. Шалом, Иерушалаим. Как вы там, дорогие, в Киеве переживаете все это? Я понимаю, что вы крепчаете все больше и больше. То, что я слышу, как люди отзываются, говорят, что уже все, уже все. Бомбит, не бомбит, это уже на нас никак не влияет. Это понятно, что это страшно на самом деле, но думаю, что нужно только укрепляться в том, чтобы, как Моисей добился все-таки свободы для своего народа, в этом случае надо продолжать бить, чтобы этот фараон и все вместе с ним просто утопли в этом море. Хорошо, фантомная церковь и церковные призраки. Ну давай, если ты смотрел начало интервью, может быть, ты пройдись и прокомментируй, что ты думаешь, какие у тебя мысли на этот счет, и дальше вот по теме мы пройдемся. Ну, собственно говоря, как раз эта тема, она, скорее всего, и есть реакция на услышанное интервью, вот, потому что, в принципе, ну, во-первых, я потрясен этими словами, которые я услышал, позицией. Почему? Потому что, ну, за это время, и вот недавно, буквально на днях, вышло тоже там призыв Всероссийского Баптистского союза, обращение. Вот. И он тоже в таком же стиле, как и многие другие высказывания. То есть это абсолютно, на мой взгляд, такое пустые слова, бессодержательные и бессмысленные, как Бог сказал Иову, тогда отвечал он, когда говорил о друзьях, он сказал: кто сей человек, который возмущает словами без смысла, по-моему, там так было сказано. Да, вот. И вот вся эта история, вот для меня, во-первых, вся эта история с Вием очень показательная. Ты же помнишь, там все это разворачивается в церкви, финальная битва, последний поход, или как это можно все назвать. И я помню, я размышлял, и я был в какой-то момент, ну, потрясен, что, ну, как минимум в художественном фильме, там в конце все эти там демоны, они лезут из крестов, и, там, его облепливают. И точно, получается... это же было прямо в церкви, да? Да. Да, то есть один человек, он противостоит именно демоническому такому вот миру целому, и все это происходит в церкви. То есть церковь не становится таким убежищем, а наоборот, пристанищем всякому нечистому духу. Да. Вот. Ты знаешь, я очень боялся этого Вии, я помню.
все его не показывали, и в конце сначала это как она летала, как она там... Я еще в детстве смотрел, я просто смотрел, думаю, какой ужас, думаю. Вот точно церковь это какое-то мракобесие. Да, ну это может быть еще частично была часть советской пропаганды. Кстати, нам его показали в пионерлагере, я еле дошел до своей палаты. Да, и это очень у нас никто не хотел в страшно. туалет ночью выходить, потому что просто было страшно. Вот. Но, да, Ну фантом. да, а туалет еще на улице, как обычно в лагере, да? И туда, где-то там совсем далеко. Да. Вот. И, ну, собственно, после самого и во время этого интервью, во-первых, низкий поклон этому человеку, Валерию, просто низкий поклон от всего Да. сердца. Вот, потому что сложно сдержать действительно слезы. И, ну, для меня, во-первых, это такой вот крик, и это голос для всей церкви России. То есть, что для меня, например, показательно в этом интервью, что, знаешь, когда ты думаешь, что пропаганда она настолько всепроникающая, что и мы говорили пару, или прошлое интервью, или я не помню, когда точно, что взламывается институт церкви пропагандой, и церковь не находит, как институт, не находит какого-то, в общем-то, инструмента как-то себя, в общем-то, противопоставить этому. Вот. Но, пожалуйста, вот пример человека, который может верить, который может говорить, который может рисковать своей жизнью, и церкви, вся церковь может придерживаться вот такой позиции. И когда он просто своей фигурой, он обличает всех этих Риков Реннеров, Ряховских и всех. Вообще. Он показывает, что да, можно вот так вот встать и сказать против зла и против... И вот все вот эти вот абсолютно... Ну, опять вот сейчас вернусь к этому обращению Мицкевич, Петр Валерьянович, по-моему. Вот он говорит о том, что мы должны свидетельствовать о своей вере. То есть о какой вере? Ну, что такое вера? Мы не должны... если принимать страдания, то только за веру. То есть, что значит страдания за веру? Да. И молиться, и там, ну, это выставил у нас пост один в Фейсбуке, я читал, и я отреагировал тоже на это достаточно эмоционально. И он сказал, что ибо Кесареву Кесарево. То есть мы отдаем, и так мы молимся, там, и мы можем благовествовать и в армии, можем где угодно благовествовать о нашей вере. О какой вере? Ну, о чем вообще речь? В чем она, да, твоя вера, да. То есть, и знаешь, вот этот образ призрака, то есть бестелесности, то есть церковь, она потеряла вот эту связь с реальностью, вот этой истины, с реальностью жизни, она превратилась просто в бестелесного призрака, который парит, говорит о вере в кого-то там, ну, то есть о вере в Иисуса Христа. Что такое вера? Абсолютно, ну, при этом не ясно. Это просто вот я верю в Иисуса Христа. Ты знаешь, вот я вспоминаю, как там приходили свидетели Иеговы, и мы вот вели беседы, ну, то есть они там переубеждали, вот они там, ну, пытались там как-то дискутировать, они ждали слова, они не могли разговаривать, пока я не скажу слово «царство». А на какое Евангелие? Я знал, что нужно сказать это слово волшебное, потому что без этого слова невозможно проводить диалог. Я говорю, они говорят, хотите, мы вам расскажем Евангелие Царства? Я говорю, давайте просто Евангелие расскажите мне. Они так, нет, Евангелие Царства. Я говорю, просто Евангелие. Ну, и, кстати, вот относительно свидетелей Иеговы в России, да, на мой взгляд, то, что церковь тоже промолчала о религиозных свободах, и так, ну, вроде бы они тоже же враги, но на самом деле
вот эта вот ложь, на основании которой их запретили, вот это была проблема. То есть мы можем соглашаться с учением, говорить, вести какие-то богословские дискуссии, говорить там, мы с этим не согласны, утверждать, что это ересь, там, ну, что угодно. Но когда их запрещают как экстремистскую организацию, при том, что мы прекрасно все знаем, что ни в их учении там не содержится, кроме вот этой позиции относительно переливания крови, там, ну, опять же, это дискуссионный вопрос вот, с детьми, как быть и так далее. То есть церковь, она как бы вот не боролась за ту свободу, не говорила истину, и по сути дела она превратилась вот действительно в некий фантом, такой вот призрак. То есть, в принципе, на сегодняшний день общество может смотреть сквозь этот призрак, он как бы виден, но его как бы реально нет, как той силы, которая говорит правду, которая говорит о содержании вещей. То есть вот особенно вот эта вот ситуация с войной, она показала, что вот сейчас идет вот эта бесконечная эквилибристика какими-то там понятиями, и мы всегда понимаем, что за каждым словом стоит ну, какой-то бэкграунд, и мы там, ну, подтягиваются какие-то смыслы, и мы видим, что вот эта пустота, просто это много очень христианских слов, очень много высокопарных таких вот определений, громких, там, мы страдаем за веру, мы идем за правду, там, а что такое правда вот в реальности, вот как она, что вот правда, когда сейчас ваше государство убивает ну, ваших братьев, что, где ваша правда? Вот, эти улыбки абсолютно пустые Рика Реннера и, ну, ты знаешь, я вот думал, если бы вот в этой ситуации на сегодняшний день ну, оказался апостол Павел, например, как бы он обратился к российской церкви сегодня. Вот что бы он сказал сегодня этим, ну, лидерам церковным, а мы знаем, что у него не было такого лицеприятного отношения. Он выступил против против Петра, который был со Христом, и достаточно жестко его обличил. Вот, и, ну, как бы вот о чем сегодня можно говорить, о какой вере. Ну, и вот эта вот пустота, которая, ну, церковь, по сути дела, не может ничего сформулировать. И, ну, одна из проблем вот относительно интервью, вот вернемся к интервью, которую вскрыла сегодняшняя ситуация с войной, это, во-первых, отсутствие вот этого глубокого богословия, то есть осмысления вообще понятий. Вот это все скользь вверх, там что-то там, какие-то, ну, пророчества, какая-то чувственность, вот эта замкнутость на чувственности, хотя в свое время, с одной стороны, вроде бы харизматическая церковь на фоне там 90-х годов пятидесятнических церквей, где был очень такой жесткий порядок, там баптистских церквей, они современную музыку использовали, могли там как-то двигаться. Ну, я сейчас не говорю там о каких-то крайностях. Но с другой стороны, вот прошло 20-30 лет, и если оставаться вот в этой чувственности, просто вот где там то, я почувствовал это, я почувствовал то, без вот такого углубления в содержательную часть, что такое быть спасенным, что такое, ну, кто такой Христос вообще, что такое, как нам с политикой сегодня взаимодействовать, что такое вот будущее, настоящее наше. Вот, это потерялось, мы как бы вот увлеклись вот этой чувственностью и, по сути дела, оказались без серьезных каких-то основ, без серьезных опор, и мы потеряли, ну, вот это тело, вот реальное тело как материю, превратились в... И понимаешь, если бы это было духовное существо, а это вот именно дух как незримое что-то, неосязаемое. Мы, знаешь, как... Вы видите церковь? Ну, видим. А вы чувствуете?
Вот, почувствовать ее влияние на общество мы не можем. Вот и все. Это да, и ты знаешь, вот мы как раз перед тобой говорили с Алексом Штейнгартом, вот мы общались на эту тему, что он немного там подсуетил Лукьянова, и он не удержался и в проповеди своей последней упомянул вот эту перепалку. И понимаешь, какой момент, вот интересный момент, что то, что Саша хотел донести до него, он так и не донес. Вернее, он пытался донести, пробить вот эту кольчугу, понимаешь, да? И все равно ничего не вышло, потому что он использовал вот этот пример на собрании не как тот, знаешь, что как бы научить людей, как им, скажем так, ходить с Богом и говорить правду, и там сострадать украинцам, которых бомбят, понимаешь, да? То есть я имею в виду, у него вообще, он даже не реагирует на это. Войны как будто у него нет. И то, что там люди погибают, это такое дело, понимаешь, да? Он выносит на собрании тему, как он там отбился от Саши, понимаешь, да? То есть как он отбился, какой он герой. И он учит народ, как ему, этому народу реагировать, то есть продолжать жить в этом ожесточении, в этом лицемерии, в этом, понимаешь, да? То есть я имею в виду, он не на каплю, он хотя бы прокомментировал и сказал, что я тоже там сострадаю, украинцы для меня тоже родные, во мне тоже течет украинская кровь. Ну ладно уже так, как они обычно говорят, я тоже украинец, типа там у меня там бабушка где-то там жила, и, значит все. Они думают, что это имеет значение, что они украинцы, и это имеет значение. И то есть, понимаешь, да, то есть и вообще ни слова, вообще ничего. Он был захвачен вот этим понимаешь, да, что он победоносно восторжествовал собой над Сашей, что он все-таки отбился, и что он там, его там подколол чем-то, и все остальное. И я думаю, это люди дикообразы какие-то, или это уже не люди, что ли, это кто вообще? Понимаешь, да, что в этой ситуации... неплохой опыт, завтра я попроповедую об этом в церкви, как прекрасно, что ты появился на моем пути, я тебе расскажу. То есть, подожди, а у тебя, вот ты отправил родственника, если ты, конечно, не откупил его в Украину, он там поехал воевать, да, а еще тебя не беспокоит это до сих пор, не беспокоит вот этот конфликт, этот там спецоперация или что-то еще, мобилизация. Вся церковь твоя бегает от этих военкоматов, военкомов и всего остального. Это вы называете церковь? Это ваша церковь? Вы вообще, в смысле, вправе называться церковью? Вы вообще вот эта церковь? Вы считаете, что вы вправе носить это название? После всего того, что происходит, где вы проповедуете о том, как вы унизили там человека, как он не смог отбиться, как он вам задал вопросы, а как вы вот так он мог раз и ответить вот так, и потом рассказать об этом на собрании, и все, да, пастор, молодец, отбился. Понимаешь, да? То есть вот это точно фантом. Я не знаю, кто это даже, понимаешь, если Вий, но это же не Вий даже, это какой-то, я не знаю, вот тот лилипутский какой-то, этот самый, который ни на что не влияет, понимаешь, да, который... видишь, это даже не царевна, которая лежала мертвая в этом самом, там ее хотя бы страшно, понимаешь, а это просто непонятно что, прости меня. Если мы говорим, может быть, о харизматической церкви, которая вот отказывается идти на такие сложные ответы на сложные вопросы, то это вот просто, во-первых, опять же, вернемся к этой чувственности, то есть я себя чувствую плохо, значит что-то не то, я себя должен чувствовать хорошо, и по сути, вот если с богословской точки зрения, это, знаешь, это уход от теоцентризма к антропоцентризму, то есть уход от богоцентризма к человекоцентризму. Мы там ругаем, что там гуманизм и так далее. Но по сути, когда вот в этом церковном мире я являюсь центром
центр мои чувства, мой достаток, мое благополучие, все это является центром мироздания, и все служит для того, чтобы я переживал себя вот хорошо, то, конечно, ты будешь, и ты воспитан в этом. Это десятилетие воспитания, десятилетие формирования, это десятилетие селекции. То есть люди, которые привыкли, приучены, которым нравится вот это вот послание, нравится такая подача, потому что тем, кто не нравится, они либо перешли в другие, к Валерию, либо их выгнали, да, либо их выгнали. Да, то есть получается, вот создается такая община и структура, которые замкнуты на своих каких-то чувствах, откровениях, переживаниях. И это абсолютно такой пузырь, который вот внутри, он существует, и он, во-первых, никакого влияния на мир не имеет. То есть ты приходишь, он так тык тебя туда перепрограммирует, и ты в этом пузыре находишься, смотришь из этого пузыря на внешний мир, там рассказываешь, каким он должен быть, рассказываешь о том, что ты вот магическим образом можешь влиять на этот мир, управлять атмосферами духовного мира, там, из этого города, всего мира, там, можешь поражать там всех врагов и все. И вот этот пузырь, и этот мир, он существует среди вот этих 200, 300, 400 человек, и отсюда и возникает вот эта вот фантомность. То есть она в реальности никакого влияния, потому что она выполняет все те функции, которые политики определяют на сегодняшний день церкви. То есть вот, политики говорят, должно быть так. Церковь послушно выполняет то, и они вот порождают те смыслы, обговаривают вот все, что им вбрасывается туда, под этот купол, ради этого права существовать и быть в безопасности, чувствовать и продолжать бесконечно думать про какие-то мировые пробуждения, про мировые там сверхнадежды там, ну и так далее. Вот такой вот самообман, он порождает вот такую вот пустоту, по сути дела. И это очень серьезное предупреждение, ну, для каждого. И я не думаю, что тут все это определяется географическими какими-то аспектами. Мы все находимся в этой опасности. Конечно. Замкнуться и отделиться. Вот. Все мы люди, да, и поэтому мы говорим именно об этих вещах. И интересно, что как-то, по-моему, в интервью Сергей Балюк сказал, что какой-то он пример видел, я уже его не помню, но он говорит, что кто-то так переживал, что они не высказываются, да, о войне, потому что боятся, что их закроют. А он говорит, а вы уже давным-давно закрыты. Понимаешь, да, то есть вот этот факт, что то, что они боятся и не высказываются, это уже показывает на то, что вы давным-давно уже закрыты. У вас нет, вы фантом, то есть вы ни на что не влияете. То есть, а то, что вы думаете, что вы на что-то влияете, то это просто продолжение мира. Это знаешь, как Христос говорил, они, говорит, их слушают, потому что они говорят как мир, да, потому что говорят как они. Поэтому... А вас они не принимают, потому что вы не от мира. То есть тут есть совсем другая риторика, совсем другое. И этому не научишься, вот в чем дело. Понимаешь, вот то, что говорил Валерий, этому же не научишься. Это просто жить этим надо, понимаешь? Да? Это же не просто он прочитал книгу, там, Бонхофера, еще там парочку, и потом он процитировал, и все остальное. То есть этому не научишься даже в библейской школе, понимаешь, кто бы тебя не учил. Это либо у тебя есть, либо этого нет, и ты подхватываешь это совсем с другой стороны. Это именно вот это понимание правды, понимание истины. И это не так, что подождите, ребята, подождите. И мы видим с тобой, что это единичные случаи, что это узким путем идут вообще не многие люди, да, и в этом случае, потому что понятно, это все абсолютно понятно, что происходит и чем может закончиться, и когда стоит на кону вот такие вещи, понимаешь, да, а вся остальная церковь, включая лукьяновских и всех остальных там, всех друзей ТБН и все остальное, они живут по распорядку мира.
Понимаешь, да, что ценно в мире, что это, чтобы не потерять это. Понимаешь, и поэтому, если приоритеты именно в этом, то что бы им ни предложили, как бы их ни загнули, они согласятся на все. Они согласятся на все. Переинтерпретируют это и выдадут свое такое. Да, и будет толпа людей. Будет то же самое. Будет сообщество, которое так, да, правильно, мы тебя поддерживаем. Ну, это же, да, потому что я бы тоже так поступил. Ну, смотри, я вот еще, знаешь, на какую мысль хотел среагировать, потому что вот это вот недоумение, о котором Валерий говорит, он говорит, что он его истолковывает как нерожденных свыше людей. Потому что, собственно говоря, вот ты смотришь на людей и думаешь, как такое можно говорить, как можно так реагировать, как можно вообще такие вот вещи делать. И когда ты на это смотришь, в его глазах это понимание, он воспринимает это как нерожденный свыше христианин, достаточно радикально, но, на мой взгляд, это, скорее всего, такая вот трансформация, которая, проходила достаточно долго, и вот я вспоминаю, знаешь, слова Христа, то есть не слова, а историю со Христом, когда дьявол его оставил, духом он был введен в пустыню для искушения, и там написано, что до времени, отошел от него до времени. И я думаю, что, по сути дела, мы живем постоянно на войне, такой вот духовной войне. А духовная война заключается в чем? В том, что зло пытается тобой овладеть. И, на мой взгляд, вся эта ситуация стала, скорее всего, возможна из-за того, что в церковь пришло благополучие. И тут, знаешь, очень интересно, что мы, когда говорим о харизматическом христианстве, то для нас это как-то понятно. Вот мы говорили об успехе, о том, что у нас все должно быть, и тут, в общем, если что-то тебе грозит твоему успеху, ты против этого ополчаешься. Но почему другие евангельские церкви которые, собственно говоря, обличали харизматическое христианство за это учение о преуспевании? И ты знаешь, это достаточно сложный вопрос, но тоже мы его затрагивали относительно иммиграции 90-х годов верующих, то есть почему эта иммиграция такая массовая произошла, когда открылась возможность для Евангелия, то есть уже не было никаких преследований, все, границы открылись, сюда начали приезжать проповедники, все ради чего терпели, верили, проходили, страдали. Сейчас все это открылось, но мы видим, что в этот момент просто огромное количество верующих поднялось и уехало в Штаты Соединенные. Почему это произошло? Да. Вот. И, безусловно, сложно. Я думаю, что у разных были разные мотивы, некоторые к семьям, некоторые еще там по каким-то причинам. Но, ты знаешь, очень многие называли эту миграцию колбасная иммиграция. Почему? Потому что, по сути дела, каждый человек хотел какой-то нормальной жизни и благополучия. То есть, проживая такую сложную жизнь, сложно, конечно, человека упрекать в том, что он хочет нормальной, благополучной жизни, комфорта. Вот, в этом нет ничего такого. В желании иметь. Весь вопрос в том, что когда комфорт становится превыше истины, вот тогда это становится уже грехом. Да. Или когда ты осуждаешь, например, вот это стремление к комфорту других или стремление к преуспеванию других, а при этом делаешь это, но только под другим совершенно соусом, и не говоря об этом, не провозглашая, потому что для того, чтобы жить в преуспевании в 90-е годы... Так делали большая часть баптистов. Они так об этом молчали, но просто стремительно шли в этом направлении. Ну и 50-ники тоже. У нас был какое-то собрание бизнесменов, и там собрал какой-то такой достаточно его влиятельный бизнесмен, ты помнишь его, и у нас там спрашивали, как вести бизнес,
Большинство людей у нас продавали целлофановые пакеты на рынке. Вот, и он рассказывал, как надо выстраивать бизнес маркетинг, с оборотом как лучше $100. выстроить все, чтобы продать пакеты. Да, и может быть этот нужен запал, чтобы как-то развиваться, двигаться, но с другой стороны можно было просто переехать и получить вот эту вот благополучную жизнь. А соответственно, вот это благополучие, к которому государство приучило, оно потребовало за это благополучие, за эту потребовало лояльность. Да. И вот здесь вот в этом-то и компромисс, вот здесь вот происходит вот этот слом, то есть когда ты привыкаешь к комфорту, к удобству, и ты вдруг тебе предлагают все это, всем этим рискнуть ради того, чтобы не согласиться с государством. И это непросто, это очень непросто. Ты знаешь, я помню такую историю, когда пастор наш первый, да, ну, для тебя может быть второй, но для меня он был первый в нашей первой церкви. Сначала «Слово жизни», потом «Мировая жатва». И я помню, как Дима, такой молодой, он познакомился с одним пятидесятником уже таким в возрасте, который должен был уезжать в Америку. Микола Адамович такой был, фамилия как у него была, ну, в общем, так. И они так познакомились, он даже у нас там проповедовал что-то, еще что-то. И, в общем, Мельник? Мельник, да, Мельник. Ну, и они так как бы задружили, и Дима был под впечатлением от него, и все такое, как так все хорошо, и он там что-то попроповедовал, потом Диму он куда-то пригласил, и так они как-то задружили. Ну, и все закончилось тем, что Мельник продал ему часть земли на виноградаре с какими-то такими, ну, короче, со стройматериалом. Ну, и Дима там купил, собрал там каких-то денег и так купил, типа, обрадовался. Ну и потом Дима попал к одному пастору, который знал всю подноготную ситуацию там у пятидесятников, что там и как там, и про Мельника знал с другой стороны. И он говорит, я присутствовал при этом разговоре, я не знаю, могу ли я это рассказывать, нет. В общем, ну это было давным-давно, 25 лет назад или 20. Вот. И он ему говорит, что оказалось, что ему продали, то есть эта земля вообще не продается, она вообще не его, это вообще совсем не то. Понимаешь, и эти люди осуждали Диму харизмата за то, что он тянется и проповедует о процветании. А сами, не проповедуя о процветании, спокойно ему продали какую-то несуществующую землю с какими-то стройматериалами, которые никуда не денешь. И я думаю, ну вот, приплыли, понимаешь, да? И они нашли этих харизматов бедствующих, которые продают эти пакеты, кульки, собирают с людей эти пожертвования, и потом покупают вот эту землю, которая, ну, непонятно что с ней, как там. Но вот так он благополучно уехал, и я помню, что ну, как-то Дима великодушно поступил с ним, даже не стал обратно пытаться вернуть все это. Это было вот так, это было вот так. Теперь об этом знаешь не только ты, но и 339 человек, которые смотрят. Ты знаешь, я еще вот хотел... Да, пожалуйста, и будем заключать. На две мысли, Валерия, отреагировать. Вот одно из того, что было вот присуще этому интервью, и вот то, что я слышу, и для меня на сегодняшний день это один из признаков такой вот духовности человека, это сомнение. Вот. И его интервью – это всегда неоднозначность, это всегда неуверенность. И он говорит в конце о своих сомнениях, о своих метаниях, о своей неуверенности. Он готов признать свои ошибки, он как бы говорит не с вершины такой убежденности. Он говорит о своих страхах. Да. О своих страхах. И ты знаешь, вот, особенно в это время, и для меня вот это вот сомнение, неуверенность, оно стало одним из очень важных качеств,
которые показывают вот это вот все-таки понимание твоей ограниченности и сложности этого мира, сложности обстоятельств твоей, ну да, несостоятельности твоей. И вот для меня живая вера, один из показателей вот такой живой веры, как хождение с Богом, это вот эта неуверенность, ты ли это Бог, что мне делать, правильно ли я делаю. Вот. И вот это вот качество, я думаю, очень важное для такой здоровой духовной жизни, для церкви и для каждого верующего. Это вот неуверенность перед Богом в том, прав ли я, как мне поступать, правильно ли я говорю, правильно ли я сказал. И это очень важно. И потому что жизнь показывает, что действительно мы делаем огромное количество ошибок, даже там, во время этого разговора мы можем делать какие-то ошибки, но суть вот этого всего общения, оно в том, что мы открыты для того, чтобы, во-первых, общаться об этом, говорить об этом, и, во-вторых, слышать тоже слова, вот, которые может коснуться нас, как церкви и нашей жизни, которые тоже могут как-то не звучать так, как мы это для нас принято, в общем-то, слышать или приятно нам слышать, но то, что может нас поменять. И вот это вот качество хотелось бы, мне кажется, оно может нам дать вот этот, открыть этот путь к переосмыслению, к дальнейшему хождению с Богом и вернуться в тело, вернуться обратно и стать церковью не фантомной, а церковью реальной, церковью, которая присутствует и в которой присутствует Бог. Вот. Да, это правда. Это правда, это хорошие слова, чтобы сегодня сделать заключение, потому что много было сказано, действительно, это очень ценный эфир. Это на самом деле, понимаешь, как ты, то есть это дает надежду, что, видишь, есть люди, все-таки есть люди, потому что до этого момента я уже думал, что, но я ошибался. Есть люди настоящие, и я бы еще раз сказал, чтобы все мы могли поддержать хоть каким-то образом молитвенно, финансово, как угодно эту церковь, этих людей в этой ситуации, помимо того, что люди поддерживают, и мы, в принципе, не скрываем и говорим, что мы поддерживаем Украину, украинцев, которые борются за свободу, это действительно предельно важно. Прекрасный человек, это смелый, открытый. Я просто искренне благодарен за то, что Богу, за то, что есть такие люди, за то, что такое чудо вообще реально в таких условиях и в такой, знаешь, казалось бы, для меня непроглядной тьме вот таких пустых позиций. Это надежда. Это как, помнишь, Бог сказал, что говорит божеский ответ Илии, что есть у меня еще мои люди. То есть Бог, это, понимаешь, сам этот феномен Валерия и всех остальных, это знаешь как, за что идет борьба? Борьба идет за то, что если нет посреди вот этой тьмы ни одного светлого человека, который еще способен сражаться за истину, то сразу люди думают, а есть вообще Бог? Понимаешь, да? То есть где Бог? Вот где Бог? А Бог вот здесь, в этих людях, которые не боятся выступать, не боятся сказать, я буду стоять на стороне истины, и вы ничего со мной не сделаете. Я больше боюсь Бога, чем тех, которые могут что-то с моим телом сделать. То есть, понимаешь, и пока эти люди есть, тогда есть возможность и шанс, что другие люди могут увидеть Бога. Вот в чем дело. Потому что когда в церкви лживые вот эти непонятно кто, понимаешь, да, которые забыли, что такое правда, забыли все, и лишь бы беспокоиться только о своем комфорте,
то тогда люди смотрят, а чем вы отличаетесь вообще? Вот то, о чем ты говорил, да? Чем вы вообще отличаетесь от мира? Вы такие же мирские, только придумали себе игру в церковь, вы просто там типа выступаете, другие вами восхищаются, и что там еще, деньги даете, строите здания, еще что-то. Ну, то есть, а чем вы отличаетесь от всего остального? Это риторика, понимание, мысли. Вы говорите, как этот мир. Вы точно такие же. Вы говорите, как этот ваш фараон, вы говорите все, абсолютно все то же самое. Вас не видно, вас нету, вас просто нет. Вас не видят люди, вас не видит Бог, тоже вас не видит. И в конце он вам это скажет наверняка. Поэтому вот этих людей Бог видит. Понимаешь, да? Это прекрасно. Знаешь, я еще хотел тоже поблагодарить зрителей и слушателей, потому что очень много приходит комментариев, и каждый комментарий, вот я читаю внимательно, слушаю, и потому что это тоже люди, которые не безразличны, у которых что-то болит в душе за эту ситуацию, которые тоже хотят, и я думаю, что отчасти это их голос, не во всем, но как-то они находят это. Я тоже очень благодарен тем людям, которые смотрят, слушают, поддерживают, финансово поддерживают. Кстати, я тебе скажу, что это тоже большая смелость взять, поставить лайк, подписать что-то, уже там тебя увидят. И еще если поделиться этим эфиром и подписаться, я просто вместе с этими людьми, вот этими говорящими головами, которые несут непонятно что, я с ними солидарен или солидарен. Поэтому действительно низкий вам поклон, дорогие друзья. Спасибо всем вам. Вы тоже наши герои. Вы наши герои в это время. Поэтому спасибо, что вы поддерживаете. На ваших руках держится этот эфир. Мы, не будем дальше, уже больше 3 часов мы говорим. Поэтому мы будем отпускать вас. Спасибо большое, Андрей, за все мысли, очень ценные. Да, с Богом. Да, сохранности, защиты. И пусть Господь просто купол свой над вами вот так свой. Раз нету вот этого нашего человеческого, то есть Божий купол. Пусть он будет над всеми вами. Спасибо. Да, с Богом. Спасибо большое. С Богом. Да, с Богом. Я скажу, спасибо. Друзья, я передаю вам всем привет из Израиля. Завтра у меня будет стрим собрания нашего, поэтому подключайтесь также. Я делюсь там больше духовными своими рассуждениями, и завтра тоже поделюсь. Поэтому завтра у меня также должен перед нашим собранием будет запись к следующей программе. Надеюсь, что все состоится. Сегодня мы переписывались с Алексеем Ледяевым, и завтра у меня как раз перед собранием будет запись этой программы. Если вы хотите задать Алексею Ледяеву вопрос какой-то, если это такой стоящий, хороший вопрос, я обязательно задам. Поэтому напишите мне. Напишите не только в этом чате, напишите мне в мессенджере, хотя и здесь тоже можете написать. Либо под этим видео напишите вопрос для Алексея Ледяева. И завтра я его смогу задать. Друзья, спасибо. Целую всех, обнимаю крепко. Пусть Господь будет с вами. Знайте, что мы победим. Моисей выведет нас из Египта, а фараон просто лопнет. Поэтому пусть Господь пребывает с вами, с нами, и благословений. Да, про Симоняна там есть вопросы, и Алексей будет отвечать тоже, почему и что и как, и по поводу этого конфликта обязательно поговорим. Все, друзья, все, обнимаю. Если вы не подписаны, подпишитесь. Это для нас действительно важно, и для всех нас, для всего нашего сообщества. Поэтому до завтра, если вы подключитесь к нашему эфиру, и на следующей неделе будем продолжать. Аминь, аминь, аминь.